Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры, а Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Кто летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за звезду полжизни. Раз. О, микрофон на этот раз работает, надеюсь. Всем привет. Да, я как бы сегодня оповестил всех в группе ВК, написал и в записях на Ютубе. Сегодня я решил устроить, в общем, день военной техники, именно стримов, посвященных военной технике. То есть сегодня полетаем, потом поедем в War Thunder на танках покатаемся. То есть как-то так. Вот. А завтра будут стримы уже по играм Киберпанк, допустим. Посмотрим, может, Тарков поиграем. В общем, как-то так. Попарно я решил стримить, небольшие стримы делать попарно. Вот. Да, я посчитал, у меня сейчас на канале получается 6 игр трансляции проходит на разные, так сказать, вкус. Armory Forge, симулятор ДКС, War Thunder, Киберпанк, Тарков и стратегия героев. Вот, пока этих игр мне достаточно, вот, со временем, может быть, что-нибудь еще как бы добавим. Так, какие нововведения на сегодня? Понятное дело, я сегодня попробую задачи сделать. Вот, но я сегодня еще кое-что подключил. Я, конечно, удивился, что оно вообще подключилось и работает. Вот что значит качество. Так, подожди, стоп, а микрофон-то я вырубил. Стоп, сейчас. Вроде не должно работать. Короче, у меня, оказывается, 3 вебки. Сейчас вот на данный момент. Я просто еще одну про нее забыл. У меня вебка, получается, которая меня показывает. Вебка, которая будет следить за поворотами головы. И... Опа! И вот такая еще. Но у нее, конечно, FPS стрёмный, блядь. Вебка старая, я не знаю. Это еще, наверное, знаете, ее создавали в то время, когда телефоны еще на 2 мегапикселя фотографировали. Ну, так видно, что штурвалом управляет, да? Она подлагивает. Да. Ну, ладно, зато будет видно, что не мыслями самолет управляется. Точнее, это, что штурвал работает. Так, какие еще особенности? Это я еще хотел. Ну и все, в общем, как бы все основное. Сейчас будем играть миссии, которые я создавал в этой игре. Их 2 штуки получается. Даже, по-моему, 3. Одна миссия, там надо будет колонну уничтожить. Она такая летняя миссия. И, по-моему, 2 зимних. Все миссии на Су-25Т. Задание в основном работа по шквалу. То есть надо на расстоянии захватывать цели и работать по ним.
Вот желательно бы в близкий контакт с ними не вступать, ну, потому что там ПЗРК и все такое. Так. Угу. Сейчас еще одну штуку Эй, ты чё свернулась, блин? Сейчас еще одну тему проверю. Да, я посмотрел, кстати, предыдущий стрим по ДКСу, я думал, проблема какая-то с вебкой. Нет, не конфликт вебок, а именно проблема со входом USB. Я их по соседству в 2 подключил, и вот почему-то начались вот эти моргания. Я не знаю, я сегодня посмотрю, будет такая фигня, нет? Вот. Будет видно. Угу. Блять. Еще одну тему подключил, но еще пока не настроил. Что такое? Она так... Будем следить за нагрузкой. Мне интересно посмотреть, как игра что съедает. Блять, или ее влево. Сейчас. Чтобы она глаза не мозолила сильно, эта штука. Давай ее сюда отправим туда. Ну ладно, пускай там будет. Так. В любой момент можно вот так вот сделать. Опа. Опа. Да, вот, кстати, вот эта штука, которая слева отображается, я за нее деньги, сука, заплатил. Я тогда искал себе программку какую-нибудь. 400 рублей вот эта херня стоит. Да, она платная. Зато можно там все отобразить, прям каждую загрузку всего. Там процессор, видеокарту, можно прям отдельный свой ядер, сколько у тебя там ядер загружается. Все. Классная тема, кстати. Ну, с косяками, не без косяков. Так, значит, идем в редактор. Ну, тут миссии начинаются. Вот эти миссии из компании сохранены были. Боевая задача, условные цели. Это как тренировочная какая-то миссия. За условные цели. Нет, у меня была уже тренировка, как бы я уже готов вылетать на какое-нибудь задание. Надеюсь. Тут 2 сценария, да? А, подожди, условные цели, это колонна перемещается. Давай точно в движении здание сделаем. Точно, я же не выполнял его. Когда колонна движется, надо суметь ее в движении уничтожить. Одно дело, когда они стоят все, а другое дело, надо вылететь и поймать колонну. Да, вот она колонна. Ну, это, кстати, тоже было как тренировочное задание, но оно не просто как полет, а именно прям как боевое идет. Так, состав колонны. БТР-80, Шилка и Т-72. 3 единицы техники. Угроза, значит, Шилка, которую надо устранить. Да, и плюс еще тут самолет. О как. Блять. Самолет в мои планы не входил. Блин. Сейчас я посмотрю, чем я тут заряжен. Клиент, игрок. Ну у меня есть ракеты воздух-воздух. Также используются ракеты ручного наведения С-8К. Осколочно-фугасные.
И ракетки Викарь. Вот. Самые такие ходовые ракеты. Потому что их можно зарядить 16 штук. На чем мне не хватит воздуха? Воздух возле ракеты. Я думаю, должно хватить. Так, задача, значит, вылететь с аэродрома. Я так понимаю, у меня тут еще кто-то, мы вдвоем. Еще второй самолет. Тоже Су-25. Ну все, вылетаем. Значит, здание какое? Надо колонну остановить перед тем, как она попадет в Моздок. Моздок, по-моему. А, нет, не Моздок, Веселая. Вот. Веселовская, веселая называю. Короче, если она до сюда дойдет, все, задание будет провалено. То есть нам не надо допустить, чтобы она проехала туда. Вот, там, конечно, тоже тактика, блин, в этой миссии. То есть надо уничтожить ПВО, успеть быстро, потом нанести удар по танкам, вот. Но у меня как-то раньше получалось, и я мог за одну волну сразу, за один заход, 2 цели взять. Ну вот, не знаю, посмотрим. Блять, или все-таки размяться, чтобы не позориться. Просто взлет и посадку сделать, а то, блять, разобьюсь где-нибудь по глупости. Так, ну вот эта миссия, у нее есть время. То есть здесь не получится тренировку сыграть и на расслабоне. Ее надо прям выполнять уже. Так, что я сделал? Нет. Редактор миссий. Вы действительно хотите открыть новую? Да, хочу новую открыть. Так, ночные цели. Тест. Что за тест? Так, аэродром Сочи-Адлер. Скорее всего, это и есть миссия просто тренировочная. А, нет, нифига. Ну да, тренировочная. Тут 2 единицы техники. А, 2 Абрамса, короче. Ну вот и будет как тренировочная, да? Короче, задание просто взлететь, уничтожить 2 цели и сесть. Все. Так, я проверю вооружение. Что-то дофига. Баки зачем? Далеко лететь не надо. Так, ракеты Викарь будем использовать. Нары не нужны. Воздух тоже не нужен. Все. Полетели. Здание вылететь. И 2 Абрамса уничтожить. Все, вроде больше здесь ничего нет. Кстати, вот этот аэродром Сочи-Адлер, блин, сложный такой. Он находится на побережье. Там ветер постоянно. То есть там надо еще постараться приземлиться на него потом. Поехали. Так, миссия задержки. Да, сохранить, да. Так, время 8 утра. Россия против США. Температура 20 плюс. Облачность. Ветер вообще убран. Ну и ладно. Мне же лучше. Так, сейчас я сделаю полет. Потом мне надо будет выйти, посмотреть, как у меня камера будет работать. Ну, если, конечно, вы не напишите. Будет ли она дергаться? Нет, как в прошлый раз. Старт. Вот он, обзор. Видите, мышку показываю.
Ну, вот это мышка. Можно мышкой управлять, если приноровить. Мышкой тоже можно приближать, отдалять. Так, выставляюсь. Так, у меня выставлена точка 0. А, ну. Что, тут нету маршрутов? Маршрутных точек нету здесь. Не ставил, видать, я. Так, ну что, врубаю я. Хоп. Все, вот. Охренеть, тут, наверное, излучение на голову идет, если он ловит движение головы. Что-то как-то... Еще зависит от положения камеры вот этой, которую я расположил. Она у меня на мониторе закреплена. Ну и что, ничего не моргает. Пока вроде все нормально. Так, закрылки. Все готово, да? Все, взлетаем. Так, а направление куда я смотрю-то хоть? Ага, взлетаю в сторону моря, получается. А, ну да, тут идет всегда взлет в сторону моря. Хотя я сажусь наоборот от моря. Так, зажал тормоза. Здесь, знаете, система такая, вот как на механике в машине. Сцепление зажимаешь и газу чуть даешь. Потом сцепление отпускаешь и самолет начинает страгиваться. Как машина, ё. То же самое, вот. Хоп. Если посмотреть. Сейчас. Справа две шкалы, получается, вот где лампочки две красные горят, это вот первый вот этот датчик, и еще правее снизу еще два датчика. Они показывают тормозную эту тему всю, да, я так понимаю. Вот я сейчас тормоз нажимаю, хоп, она, ползунок пошел. Ну, то есть вот это до максимума ужимаю, даю тяги. Как слышу звук, что набрал обороты, отпускаю. По звуку можно определить даже. Так, сразу регулирую рус. Поровнее ставлю по полосе. На панели. Стараюсь самолет держать ровно. Так, тягу на максимум. Все, как только от земли оторвался, убираешь шасси. Здесь вот тоже надо русом, кстати, аккуратно управлять. Это не на клавиатуре, там кнопку резко нажал, и он делает. Здесь надо прям плавно чувствовать самолет. Но его сразу не почувствуешь. — 19 гигабайт оперативки почти съедает игра. Видеокарта загружена, если смотреть по трансляциям, еще и игра. 42%. Это на 8 гигабайт. То есть 8 гигабайт памяти нужно, чтобы играть на ультрах здесь. Видеокарты. Ну, хотя нет, убираем еще стрим. Гигабайтов 6. Ну и процессор. Процессор вообще не грузится. 30%, блядь.
Так, Абрамсы где-то находятся у меня. Там вот получается островок такой круглый. Угу. Так, самолет выравниваю, тягу маленько сбрасываю, врубаю автопилот. Вот лампочки загорелись две, чтобы он держал скорость и баланс самолета, короче. Попробую с карты свериться. Да, вот они отображаются, два танка М1А2. Они, вон их даже видно. Блин, я забыл, как эти... Это, наверное, в самой миссии надо убирать в настройках маркер. Все, на кнопку вырубил. Тут, короче, можно вырубать тем же сочетанием клавиш, допустим, как ты врубал этого автопилота. А можно одна кнопка вырубает все автопилоты. Любые вообще. Так, расстояние маленькое. Надо больше брать расстояние, чтобы шквалом работать. Высота почти 3000 метров. Блин, почему, когда я начинаю стримить в выходные дни, и когда время идет к обеду, такое ощущение, как будто мне, сука, под окном специально печку расположили и пельмешки варят. Заколебали, бля. Ну да, я любитель пельменей. А соседи любители меня этими пельменями дразнить постоянно. Просто не хочу сейчас вот прерываться из-за них. Да, так получилось, что я к обеду начал стримить по своему времени. Не знаю, сколько расстояния. Блин, раньше я на глаз прям эти расстояния хорошо знал. Ну, сейчас я подзабыл уже, как вот мне удобно. Тут же по себе определяешь, сколько тебе надо расстояния, допустим, чтобы ты смог навестись. Не самолет, а ты. Потому что тут еще от тебя зависит. Так, что у нас? Перерубаюсь. Земля на землю. Какие-то стоят. Так, шквал. Орудие переключил. Тягу сбрасываю. Ищу место это веселое. Блять, оттуда его сразу видно. А здесь нет. По-моему, оно нет. Ну там машина ездит. Кстати, да, я же это все добавила сейчас. Так, автопилот включен? Нет, ни хера. А чё? Не ту кнопку нажал. Вот благо, что проверил. Так, вижу контакт. Тихо, тихо, тихо. Можно самому попробовать навестись. Скорость опять же большая. Хорошо, что я размяться полетел. Раньше, я тебе говорю, расстояние эти знал вообще на класс. Ну, так сказать, глаз набил. Тут надо каждое действие делать не за 3 раза, а за раз. Нацелился. Все. Допустим, нет. Сначала выставил курс на цель, да? Подлетел до определенного расстояния. Начинаешь целиться. Быстро нацелился. Захватил цель. Подлетел, сделал пуск, ушел. Все. А не вот это, блядь.
то поднацелиться не получилось, то еще какая-то фигня. Это все, это уже провал. То есть вот сейчас уже по идее я иду на второй круг, я уже по идее провалился. Меня уже ПВО может сбить. Ну, если я, допустим, в зоне ПВО работаю. А если, допустим, вместо Абрамсов мне надо уничтожить какие-нибудь там установки. Нет, оса-то понятно, оса ее надо на расстоянии бить. Есть поближе что-либо. Те же шилки могут тебе зарядить. Тягу маленько убрал. Че, еще попытка. Вот здесь побережье, здесь враг. Все, пилот врубил. И будем рыскать. Вижу технику. Есть захват. Вырубаю пилота. Снимаю ограничитель пуска. А, дальномер забыл. Так, хоп. Все, дальномер врубил. Тягу маленько увеличиваю. Держу цель. Шквали. Можно отсюда сделать пуск, но далековато. Так, до цели 14 километров. Где-то на 10 запуск сделаю. Пошла. Так, тягу убираю маленько. Пробую. Блин, нет, не доведу. Хотел еще одну цель уничтожить. Так, дальномер сразу вырубаю, ограничитель возвращаю, захват шквала убираю, шквал вырубаю, нафиг. Пошел. ЛТЦ. Да, раньше как-то я мог за раз 2 цели уничтожить. Че, ЛТЦ не сработало? Ну-ка. Не понял. У меня что, их нету, что ли? Нет, есть. Все. Че, иду на 3-й круг. На 3-й крюк. Да, вот эти ракеты, Вихрь, ими можно сразу несколько целей уничтожать, но надо успеть захватить. То есть, допустим, произвел первый захват, сделал пуск, уничтожил цель. И надо быстро в это время переместиться шквалом на вторую цель. Вообще классно это, когда они рядом. Вот, допустим, Абрамсы, они рядом, их легко можно было уничтожить. Вот. Бывает, конечно, если они, допустим, одна цель справа, другая слева, там на расстоянии, то уже сложнее будет. Допустим, одна слева, другая справа. Вот, какие еще моменты в этой игре? Здесь надо на глаз ориентироваться, то есть запоминать вот эти места. Ну, вот я примерно запомнил этот берег, да. Все, вот я его наблюдаю. Примерно сейчас же туда надо будет опять целиться. Да. Очень хорошо память тренирует. Игра. Они еще подсвечиваются, а подсветку вот убираешь. Хоп, хоп, тягу в 0. Ищем цель. Вижу цель. Есть захват. Так, так.
Так, врубаю ЛТЦ. Расстояние. Пуск. 10 километров. Ну, где-то на десятки я вот эти ракеты запускаю. Можно еще одну сейчас запустить. Через 4, 3, 2, 1. Пуск. Все, цель поражена. Тягу в сотку. Ухожу. Вообще, самый оптимальный вариант, тут, как я помню, летал на 25-ке. Здесь не получится, как вот в этот летали, в Ил-2, допустим. На цель залетаешь, бомбу сбрасываешь и резко вверх там, ну, как обычно там показывают. Вниз пикируешь, так, бомбу сбрасываешь, и вверх опять. Да. То есть здесь самый оптимальный вариант развить скорость и лететь на низких высотах. Как на обычных вот Су-25-х. Но опять же, на это главное под шилки не попасть, потому что шилки они на низких высотах сбривают нормально. Короче, говорю чисто из-за своего опыта, я же раньше играл здесь в эту игру. То, что вот вспомнил, то и говорю. Я понимаю, что есть эксперты в этой игре, они скажут: нет, это не так, это скорее всего так. Вот, но у меня свое мнение как бы об этом, я вот что изучил, то и говорю. Да, по поводу авиации, я любитель летать именно вот на таком самолете, такого типа. Не МиГ-29 мне не нравится. То есть, нет, самолет интересный, классный, но я не любитель истребителя. Ну, мне нравится что-то такое, где я могу наносить удары на расстоянии. Вот. Так, что, маленько расслабимся. Сейчас на базу полечу уже. Вот здесь можно паузу нажать. Так, трекер пока вырублю. Сейчас посмотрю, камера моргала, нет? Да нет, вроде нормально, да, работает. Я говорю, это USB вход был тогда. В нем проблема. Сейчас нормально все. Ну чё, теперь самое интересное. Это посадка. Ну, есть маленький плюс, что это... Вес-то у меня небольшой сейчас. Пацаны постоянно мне: ой, да ты пилоны сбрасывай. А вот так вот представить в жизни, просто взять вооружение и скинуть где-нибудь над землей, да? Ну, если ты не подбитый, а нормальный, целый, и ты будешь просто ракетами раскидываться, да, там бомбы сбрасываешь, летишь. Ловите, ребята, подарки вам. Еще где-нибудь на деревне, да? Так, что происходит? По мне, так это дичь. То есть надо стремиться вооружение вернуть на базу. Вот к чему надо стремиться. И садить самолет именно с вооружением. Вот. Тогда да. Вот. Я считаю, вот у тебя обвесы, если ты, допустим, их не использовал, твоя задача не просто вернуться на базу, но и вернуть их обратно. Вот тогда будет сложность, тогда будет интересно. А, блядь, посбрасывал все и летаешь как на планере каком-то. Не знаю, по мне так это... неправильно как-то. Так, вот он аэродром. Сейчас я на него выстроюсь. Он мне какую посадку дает. Че, 120 километров, что прикалываешься? Нет, я не полечу туда.
Сейчас смотри. Блин, интересная загрузка процессора. Сейчас он до 80-85% показывает, да? Казалось бы. Что может сейчас его так грузить? То было 40, да? Время спустя уже 80% загружается процессор. Все остальное также. Я помню первые свои посадки на этом аэродроме. Самолет клонит вообще жестко, просто вправо. Я еле выравниваюсь. Плюс рулить приходится. Еще рус выравнивать, потому что наклоняет его. Сейчас не знаю, посмотрим. Но погода вроде 0 показано. Ветра нету, типа. Ну, что-то я сомневаюсь. Как, блин, на побережье рядом с водой ветра не будет. Все равно ветер всегда какой-то да есть. Тем более здесь море целое. Высота большая, блядь. Высоту сбрасывать. Блин, не развалиться бы. Короче, выше 700, когда летишь на нем, можешь крылья собирать потом. Тормоза врублю эти воздушные. Я 750 где-то разгонялся. Потом он уже начинает весь как этот разваливаться, как будто... Скорость большая. Придется опять на заход идти. Скорость большая. Да ну 450, что прикалываться. Я не сяду на такой скорости. Не, я сяду, но я не заторможу. Мне не хватит. Если только парашюты. А если, блядь, они не сработают? Нет, ну его нахер. Так, вырубай их. Тормоза убираем. Тягу в сотку. О! Хорошее начало. Сука, вот надо было вот так вот, а смотри, как сейчас произошло. Вот видно на камеру? Вот так вот. Это вот называется вот это говно. Клепки я их называю. Пипец, блядь. Мне надо было сейчас нос маленько задрать, а он у меня вместе с этим улетел. Короче, вот эти резинки, они открепляются. Есть в них вот особенность такая жоповская, блядь. Сейчас, короче, джойстики я видел, как делают. И к столу, по-моему, да, прицепляют, как вот у меня этот кронштейн на микрофон. Блядь. Ну как так? Нет, если я, блин, задание сделаю, я не хочу потом разбиться на аэродроме. Это будет стрёмно. Мне надо задание сделать так, чтобы я целый домой вернулся. Сука, что с тобой? Фишка в том, то, что я когда пружину поменял, вот так он у меня вообще классно работает. Джойстик. Вот так, сука, у меня старая пружина опять стоит, она жесткая. И в итоге, чтобы вот так вот... Он получается вместе с этим, блядь. Приходится задирать сильно, и он у тебя отлепляется. Поэтому есть вариант, я думаю, может еще пружину найти и заменить, чтобы они обе мягкие были. Ладно, косяк мой все равно. Я бы мог с первого раза сесть, если бы мозги бы не парил с этой скоростью. Так, рестарта делать не буду, не хочу я. Пойду я выполнять задание тогда. Ну, будем поаккуратнее тогда, не знаю. Так, вы если хотите создать... Не хочу я ничего создавать, отстаньте от меня. Там уже все создано. Так, сценарий. Начнем с колонны тогда, да? Попробуем в движении уничтожить колонну.
Блять, он столько вопросов задает. Вы действительно хотите открыть новую миссию? Какие здесь что? Ну, я ничего не создавал. Он пишет, все несохраненные изменения могут быть потеряны. Какие? Либо это просто оповещение, либо он уже что-то мне сам создал, и я не могу понять. Нет, не надо. Так, значит, задание. Боевая задача, условные цели. Вот. Это колонна, которую я показывал в начале стрима. Все, сейчас ее буду выполнять. Так, вооружение у меня... Что это за Су-25 обычный какой-то? Офигеть. А что я из... Нет, подожди, это не мой же самолет. Это самолет второго товарища. Мой-то где? Вот он, восход игрок. Что у меня тут? Ну, все, что нужно у меня тут есть, да? Баки, вот не знаю, брать, не брать дополнительные. Хотя нет, там, блин, самолет будет, надо с ним же драться. Все, полетели. Угу. В общем, там колонна из 3 единиц техники. БТР-80, Шилка и Т-72, по-моему. Вот, их прикрывает Су-25. Надо будет его тоже как-то победить. Так, восход 1. Какой я-то здесь? Он мне вариантов предлагает. Подожди, в смысле, а почему миссия сетевая? Нет. Нет, выход. Там клиента надо убрать. Где клиент у нас был? Здесь. Так, ветеран. Это кто? Прикрытие. Ас. Все. Ну вот, другое дело. Уже ничего не предлагает. Я, видать, эту миссию открывал, мы летали с кем-то, выполняли. Какой чудесный день. Запуск левого двигателя. А, нет, стоп, электрика же. Да, мне уже не первый раз так вот подводил, именно когда мне надо высоту набрать. Я, сука, отлеплялся. Ну, благо я был на более такой высоте, хотя бы метров 500. А здесь все вот, уже низко. Он у меня самолет и так уже, я же скорость сбросил. Я хотел ее набрать, и этот, сука, отлепился не вовремя. Так, запускаю второй двигатель. Правый, точнее. Закрылки. Закрылки выставил на взлет. Так, маршрут выставляю. Первая точка 104 километра показывает. Вторая 0,5. А, ну тут получается их всего 2 маршрутные точки. Первая маршрутная точка ведет тебя к колонии. Вторая на базу.
Так, все, времени нету, колонна движется, надо быстрее взлетать. Что там, тормоза? Сцепление выжимаем, короче. Врубаем сразу вторую. Обороты набираются, все, отпускаю сцепление. Тягу убираю чуть-чуть. Тормоза, блядь. Да, он резко страгивается. Потом тягу маленько сбрасываешь и все, и регулируешь скорость, как тебе. То есть здесь не получится на нем стронуться, просто нажать вперед, он не поедет. Здесь система такая же, ну вот я просто как водитель ездил на механике, примерно как на машине, на механике, сцепление, да даже не на автомате также. Тормоз выжил, да, допустим, дэшку врубил, ну, тормоз приопускаешь, газу чуть даешь и поехал, да, вот. Также и здесь, только здесь тяга, газ, вот и все. Выжил тоже педаль. Педаль стопа, ладно, так понять не буду говорить. Врубил передачу, ну, движение вперед. Я просто всегда на механике в основном ездил. У меня всегда первая скорость, вторая. Если дизель, вторая. И все, отпускаешь, и начинает страгиваться. Вот здесь, да, для этой игры педали вообще будет в самый раз. Будешь как в машине сидеть. Иркут, привет. Будешь как в машине сидеть. То же самое. Интересно, а если вместо руса руль сюда дам? Шучу, конечно. Ага, как тогда будешь нырять вниз, вверх, нос задирать? А так можно как и рулем рулить, да? Вот так вот будешь летать. Нет, вот так. Ну, кстати, прикольно, смотри, он даже так ловит тебя. Опа, классно. А вот можно ли так сделать на мышке? Нет. Мышкой только можно вводить обзоры, все. Приближать, отдалять. А вот эти наклоны уже так не сделаешь. Зарядка, да, для головы. Так, хоп. Бля, мне там сейчас колонна уедет. Да тут кнопки пальцами, ну, ощущаешь лучше, чем, наверное, ну, на педали. Я вот, мне на работе этих педалей хватает. У меня так ноги от них устают потом в конце недели, от сцепления особенно. И еще здесь не хватало мне. Я лучше здесь пальцами поработаю. Мне на работе хватает педалей. А так классно, ну, сделано. Что самолет страгивается. Не просто там кнопкой вперед. Или просто тягу добавил, и он поехал. Надо графику еще подрегулировать в плане резкости. Я заметил, когда ультра выставляешь, он мыло создает. Типа сглаживает все эти не текстуры какие-либо там. Тихо, тихо, тихо. Что такое? Блять, а как она? Подожди. Мне, короче, человек подсказывал, как вырубать это оповещение. Я, прикинь, что-то не помню уже. Ладно, взлетаем. Некогда титьки мять. А, Shift-N. Вот она, видишь, не работает у меня Shift-N. Не работает, прикинь. Так, что, выжим сцепление. Правый Shift-N, что ли? 1-0-0. Мальчик. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7-2-2. Запятая 7-9.
правый надо будет попробовать потом. Сейчас чувствую вес, конечно. Предыдущий полет ты кайфовал, а тут сразу жопу к низу тянет, блядь. Блин, ну, я так скажу, вот это, блин, пружинка, которую я на Руста поставил, она в управлении именно в полете плавно, классно себе. А вот при взлете, именно при взлете, надо нос-то как-то задрать хорошо, а он, сука, не задирает нормально. Вот в этом, почему я тогда и разбился, я не смог взлететь, он потому что мягко сильно. Вот. Здесь-то он мягко работает. Оп, оп. Хотя нет, подожди, нет, это херня какая-то. У меня пружинка-то на это не влияет. Пружинка другая на это влияет, я еще не менял. Короче, тут какой-то баг был, я помню. У нас стрим тоже записан. Баг был на... Они что-то обновили, и двигатели загорались постоянно. Я, по-моему, Иркут, ты был на таком стриме. Я тогда взлетел, у меня двигатель загорелся. Он постоянно загорался. Сейчас они вроде убрали эту хрень. А погода такая прям ясная. О, кстати, Иркут, подскажи, пожалуйста, как маркеры вырубить вот эти? Они меня бесят. Они мне всю малину портят. Глаза мозолят. Как вырубить вот эти Су-25 обозначения? На какую кнопку? Так, что у меня там по солярке? 3400. Солярка. Горючка. Здесь видишь, как сделано, чтобы я мог сам отключать. Захочу, отключу, захочу, включу. Поэтому надо посмотреть, где оно отключается. Оно мешает, бывает на цель заходишь, и вот это синее название, блин, если вражеское, ну у меня синяя сторона враг, оно прям накладывается на единицу. Че попало, блин? Текстура на текстуре. Почему левый? Нет, я левша, но я управляю правой. Понимаешь, в чем дело? Вот в жизни так сделано все в человеческой, что в основном все сделано под правую руку. Для левой руки еще не продумали, даже автомат еще не придумали для левой руки. Хотя, может, и придумали, не знаю. Но вот когда я в армии служил, мне было не очень комфортно перезаряжаться, но ничего, приноровился. А, на вебке. Это я просто так ее сделал, чтобы оно это... Ну, как на камере было... Ну, вот я смотрю в ту сторону, и джойстик, чтобы смотрел в ту сторону, а не так. Я туда смотрю, а джойстик влево бы смотрел. Вот. Поэтому так сделано. Короче, мы вместе с Русом смотрим в одну сторону. Так вот я сделал. Высота маленькая.
Не знаю, набирать, не набирать. Так, что-то мне не нравится, как он меня ведет. Давай-ка, пилот, врубись. Мне проще самому посмотреть. А, ну вот. Правильно же, я, по-моему, вот этот же 101. Да, вот. Все правильно. Так, готовимся, сейчас бой будет. Тоже давненько я тут не сражался с ними. Там 25-ка вражеская летает. Я не знаю, я так экспериментирую. Я вообще, у меня идея просто возникла, я вспомнил, у меня камера была старая еще. Я еще в армии, по-моему, служил срочку, когда ее приобрели. Это были 2009 годы. Я удивился, что она еще работает. Я не знаю, какое у него вооружение у самолета вражеского. Есть ли у него воздух-воздух? Я думаю, есть. Так, что у нас там? Блять, а я не помню. ВПУ. А, вот. На 6, по-моему, да? ВПУ есть и вот. ФИО. ФИО это и есть воздух. 25-ка с ними не дерется, что ли? Если что, ручной пуск ЛТЦ, выброс. Не понял. Настроя получается. Да? Нет, ни хрена. Новый позывной, получается, я новый позывным играю, а красный тогда это типа как командир, что ли, наш? Что-то херню какую-то понапутал я здесь. По идее он должен за мной лететь, а я за ним лечу. Так, фи 0. Хоп. У меня на 6. Ну и 6. Тоже вот интересно, работает вот эта фия. Мне тогда понравилось. То есть надо вот именно в стекле его поймать, этот самолет. И тогда захват произвести. И вести его в стекле в этом же, блядь. То есть это не как в арме, там кружочек появляется, так пик-пик-пик-пик. Здесь нет. Здесь по-другому эта тема работает. Здесь намного интереснее.
Так, высота 200. Я просто не знаю, у противника какая высота. Сейчас надо его заметить еще. 101. Наблюдаю воздушную цель. От ориентира 103. Удаление 500. На 1000. 1000 метров. Как вот ему задание поставить, чтобы он его атаковал? Вижу. Но у меня тогда маркеры были отключены, я его так искал, блин. Тяжело было. Так, ладно, высоту пока не теряю. Надо как-то ему задание дать второму. Я так понимаю, все-таки он, наверное, в подчинении у меня. Но почему-то он у меня впереди летит. О, захват есть, он ЛТЦ пускает. Бля, теперь надо как-то мне его выловить. Я не стал пускать, потому что на опережение сложнее бить. Его надо поймать. На опережение как правильно? Опа! Пуск, по-моему, был. Да, R60, по-моему, пускал. Блять, он мне на хвост сел. Мне-то, конечно, сложнее с ним драться. У меня вооружение. Я-то не налегке. War Thunder, блядь, вспоминаю. Вот так вот летишь постоянно вверх, смотришь. Как бы тебе, чтоб сверху не прилетело. 101. Прошел по ПМ-1 на 1000. Блять. Мимо. Че он? Ух ты. Фига себе. А он меня, эти, пытается пушкой по мне стрелять, сученыш, по-моему. Так, одну я потратил в молоко. Осталось еще одна. Команду, вот он без команды не будет действовать, второй самолет. Вот в чем суть. Он опять на меня идет. Разворачиваться, конечно, сложно, когда у тебя вооружение, пилоны. У меня задача-то боевая, именно технику уничтожить. А не с этим тут соревнования устраивать. Но я его не убирал. Хочу вспомнить, что это вообще. Тихо, тихо. Что там 2900? Я еще горючку смотрю. Мне же еще надо будет вернуться потом 100 километров назад.
арбалин. Шилка. Сейчас стрелять начнет. Этот засранец меня на нее тащит. Он, кстати, может так делать, не? Иди ко мне сюда, мой сладенький. Да, иди ко мне, мой сладенький, сюда. Бля. Бля, я так могу без этого остаться. Управление потерять. Нифига он меня тут крутит. Короче, мне надо как-то его поймать так, чтобы я мог ему ракету засандалить нормально. Он от нее может увернуться. Ах ты. По мне. Сука. Да выпендривался. Так. Альт. Двигатель. Двигатель сжег мне один. Я его заглушил, конечно. Видали, какой опытный, да, этот пилот у врага? Не так просто его поймать, сука. А. Сука, ракету экономил для меня, да? Что, все плохо? Тут аэродром есть, моздок. Попробовать на него зайти. Жопа. Но у меня только вариант моздок. У меня больше вариантов нет. О, Shift правый N. Зато кнопку нашел. Блять, ну как так, а? Управление-то вроде как бы вспомнил, а вот именно как я их обманул, этих засранцев, уже забыл. Так что здесь все с опытом приходит опять. Я его как-то маневрировал с ним тогда, помню. Мы неплохо, я его сбивал даже пару раз. Но уже не помню как. Так, а если я отсюда зайду? Где он? А, вон, вижу аэродром. Дотянуть бы до него. Вот в моем случае, конечно, пилоны можно сбросить, блядь, в поле. Но я пока не буду сбрасывать. Так, что у меня? Плохо и печально. Да, судя по стрелочкам. Блядь, тут гидросистема, если отказывает, это вообще жопа. Его начинает вообще кренить. А, ну все, у меня тормоза не работают. Классно. А шасси тоже не будет. Закрылки мертвые. Ну-ка, шасси хоть выпустишь. Давай, блядь. Не знаю. По-моему, тут без вариантов. Все, ему пипец. Его кренит. Ай, блядь. Да... А, это пилот. Прикинь, автопилот врубил. Да не, он бесполезно, он не управляет самолет.
Да нет, смотри, вот оно вроде выравнивает. Без вариантов. Он мне гидросистему повредил. То есть он не только двигатель, получается, поджег. Он мне гидросистему повредил. Так. А, вот. Все. Я-то думал, он все ракеты в меня пустил, а ни хрена, у него уже тоже 2 ракеты. У него были эти Р-60, а у меня Р-73. По идее, у меня ракеты получше даже были, да? Не сядешь. Так я спрыгнул и так уже, я понял. Что я не сяду. Да я еще, видишь, автопилота. Почему-то клавиша на автопилота. Блин, как управлять этим? Сейчас я посмотрю. Мне что-то уже это надоело. Как команды давать? Меню команд. Связь. Что это такое? Команд F1, F10. Что-то, блядь, я не помню. Вообще не помню. Понажимаю все кнопки. А, вот она колонна, кстати, это. Ее надо было уничтожить. До нее добраться еще надо. Блять, вот он летает, вот как вот, у него ракеты есть, воздух. Он просто летает. Как-то дичь, да? Этот, видите, он налегке, у него вооружение было только 2 ракеты, воздух, все, у него ничего нету. И Су-25 это обычный, то есть это не Тэшка. Су-25 обычный, он более маневренный, чем Тэшка. Вот, поэтому я еще из-за этого ему проигрываю постоянно. Ну ничего, еще не вечер. Так, что там у меня еще время есть? А, сейчас не получится, да, перевозродиться? А, нет, можно. Не знаю, успею, нет, долететь. Да успею. Они еще до Веселовского пока доберутся. Так, ну что, у этого ракеты закончились. Значит, надо сейчас колонну атаковать и его добить, этого козла. Так, что там, электрика. Я помню, играть начинал, у меня тоже, блин, я как только не приземлялся, и на крышу падал, и на крылья, и как вертолет его садил в поле. Это нормально. Ну, единственный вывод сделал, что в эту игру играть надо постоянно в нее играть. Тренироваться, так сказать. Вот как Иркут делает. Вот он вроде умеет летать, но все равно тренировочные полеты выполняет, и все. Тогда проще. Все, побежали. Надеюсь, успею. Так, а что из вооружения? 1-0-0. Мальчик. Разрешаю руление на полосу 6. 1-0-0, мальчик. Мальчик. Не, ну, блин, ну почему сразу мальчик? Ну, давай хотя бы парень. Ну, я имею в виду по скиллу.
Блять. Шучу. Да звучит так, это аэродром называется, мальчик. Я все постоянно угораю, это мальчик. Я-то видел эту ракету, блядь. Просто ЛТЦ не помогли. Я, видать, в тот момент разворачивался, сука, он меня на развороте поймал. У меня же скорость на развороте малая, тяжелые. А я не мог ему скилл повысить? Интересно, тому Су-25. Я же начинал-то, я ему ставил сначала просто опытный. Я потом его сбил пару раз. Я ему мог, кстати, аса влепить. Ха-ха, вот сейчас он мне будет устраивать веселье. Конечно, тут эти аишники, ну, боты, они, блядь, если им навыки поставить, там, асы, ветераны всякие, они хорошо летают. Ну, ничего. Надо догнать его, главное. Так, у меня сейчас в приоритете колонна. Мне надо быстро сейчас добраться туда. И колонну уничтожить. И потом самолет сбить. Потому что самолет меня отвлекает. У самолет задача колонну сохранить. Я вот не помню, там триггер. Если сейчас получится, что она уедет, то зря я лечу. Я надеюсь, он не на посадку идет. Тихо, тихо, тихо. Стой. Куда прешь? Слушай, по-моему, он на посадку идет. А, нет. Че, он с такого угла будет садиться? Ну да, он садиться собрался. Эй, блядь, задерживает меня. Надо взлетать. Да ну, какой посадка он не сядет? Че прикалывается? Все, пока. Он, видать, хотел приземлиться, а я ему обломал эту тему. Он меня на полосе увидел. Сейчас разобьется. Уже был такой случай. Бота я так побрил один раз, а потом смотрю, упал где-то в поле. Он уже, видать, скорость сбросил. 0-0. Взлет запрещаю. Так я-то себе разрешаю. 1-0-0. Значит, взлет по готовности. Некогда мне Отход по титьки схеме. мять. На Меня там 300 ждут. по давлению. 7-2-2. 7-9. Понимаете, у нас там война. Мы не можем. Давай, 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 давай. Время тратить зря. 101. Прошел по ПМ-2 на 1000. Угу.
100 километров до цели. Сейчас колонной займусь, потом буду самолет бить. Пускай он летает. Возврат на точку на 1000. Видите, джойстик сразу кренить начинает. В этом случае выставляю пилота. Вот он его по центру ставит. Потом я его вырубаю. И опять беру штурвал. И он опять начинает херню страдать. Сбивается, конечно, сбивается. Периодически приходится его настраивать, регулировать. А даже можно посмотреть его свободный ход. Вот почему он так дергается. Тут у него свободный ход такой. У меня же рука не дергается. Я же вроде стараюсь удержать, а он как будто дергается, как, блядь. Я вот держу же нормально. Так, что, высоту набрать? Я пока что-то за вот эти стримы еще ни одной аварийной посадки не выполнил. Тогда у меня тоже подбивали меня. У него вот почему-то болячка вот эта, ему двигатель жгут, у него постоянно гидросистема летит и все. Либо это есть фишка такая, да, когда в двигатель попадает, все, тормоза отказывают. Хотя вот я помню, летал давно-давно. Я, по-моему, на одном двигателе садился, и гидросистема целая была. А сейчас как не попадание по мне, так у меня тормоза отказывают. Надо колонну догонять. Тихо, тихо, тихо. Я на перехват лечу. Так, в приоритете Шилка, значит, она у нас едет по центру. БТР надо тоже уничтожить. БТР, кстати, тоже может стрелять. По воздуху он бьет. Есть еще одна особенность в этой игре. Здесь, если вот так вот сесть, то будешь выше сидеть. Если еще выше сядешь, вообще можешь вот так лететь. Мне, кстати, раньше нравилось вот так летать. Я любил сверху так посматривать. Нос самолета видеть. Очень классный, кстати, вид. Так, что мы имеем? Блин, они уже почти доезжают до Веселовского. Надо быстро как-то их остановить. Ну чё, БТР тогда поджечь, чтобы они хотя бы остановились.
Почему нету здесь это, допустим... А, ну это команду опять надо давать, да? Атаковать по своему усмотрению. Чтобы второй самолет бил. Я подлетаю к Моздоку. Так, готовлю шквал. А, подожди, что? Стоп. Ракета Вихрь. Шквал готовлю. Надо дорогу эту выследить. Так, ну вот по курсу это Моздок, по-моему. Получается, где-то справа дорога идет. У этой дороги есть одна особенность. У нее по правой стороне, если от меня смотреть, деревья. Их можно из-за этого не заметить. Но у меня же маркеры подсвечиваются. Так что пофиг. Там Су-25 ко мне подлетает, да? У тебя ракет нету, иди нафиг. Бля, ну он, кстати, пушкой может мне нахлобычить, да? Как вертолет, блядь, летает. Он что там, автозависанием пользуется, как в армии? Надо кажется, как будто он на месте стоит. Так, вот она, по-моему, дорога. Давай, 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 не тупи. Вот она, дорога эта. Опа. Ага, красавчики, идите ко мне. А, нет, блядь. В смысле, а где? Нифига, тут... Тут можно попутать. Смотри, тут... Раньше-то машин не было. Так, так, так. Не понял, прикинь. А где мои цели? Так, отмена. Вижу. Главное не захватить вот эти цели. Держи. Давай еще захват делай. Блять, танк ушел.
Шилка работает. Ах, пошли. Иди нафиг. Шилка. Не надо, тетя. Зачем? Давай не будем. Так, ну что, маленько я их остановил. Теперь ты. Ты мне не нравишься сегодня вообще. Че, не достанет его опять? Давай, доставай. У него скорость большая, что ли, я не могу понять. Конечно, обычный Су-25, он намного маневреннее, чем вот этот Тэшка. Еще достать надо. У меня ракета до него не дошла даже. Есть, повредил, все, подбил. Сука, это тебе за мой первый самолет. Падай давай. Если второй бы помог мне тогда, самолет, я просто не знаю, как ему команду давать. Мы бы могли бы его сбить сразу, потому что он, конечно, маневренней. С ним драться-то сложнее. Нет, я не летаю на таких самолетах. Мне не нравится МиГ. Я летаю на самолетах, которые могут наносить удары на расстоянии по дисплею. Но их у нас, я так понял, нету особо, да? Ну тогда вертолет только К-52. Здесь есть К-52 где-нибудь? Вот на 52-м я бы полетал. 50-й не хочу. Ми-28, если бы можно было, вообще бы полетал бы на нем. Эти МиГ-29, Су-33, какие там еще. О, танк целый, оказывается. Нет, я не поклонник этой авиации. Шилка нам по мне сейчас работать будет. Мимо, что ли? Эй! Тихо, Шилка, не работай. А что он не... А, ну, блядь, круг, наверное, уж убрал. Надо в круг целиться до конца. Тихо. Блять, почему я ее не вижу? Она у меня поздно отображается. Это специально она так сделано, да? ПВО, оно позже отображается. Ну, как видишь, Су-25-то и есть. Я чисто ради него здесь. Тем он меня и заинтересовал. Ну, колонну затормозил. Сейчас буду добивать. Шилку надо ликвидировать. На расстояние отличу.
Фу, рука потеет, капец. Когда на джойстике рука на Руси долго, она прям устает, потеет. То есть к этому тоже надо привыкать. Не представляю, как пилоты в жизни летают. Им, наверное, вообще тяжело там постоянно. Ну, хотя нет, они же привыкают уже. Поначалу тяжело. Так, что тягу сбросить? Попробуем шелку уничтожить. Иди в попу. Два, один. Пуск. Переведи в набор. Переведи в набор. Переведи в набор. Мимо. Опять мимо. Высота маленькая. Расстояние маленькое уже оставалось. Ну, все, шилка уничтожена. Самое главное. У меня просто джойстику больше 10 лет. И стоил он в то время 700 рублей. И спустя столько лет он еще до сих пор тащит самолет. А сейчас за 30 тысяч купишь, он у тебя год поработает. И не знаю, может, что-нибудь произойдет с ним. Потому что сейчас такое качество делают классное. Ипотеку возьми, а потом это на бабки попадешь. Я имею в виду, что ценники, блядь, такие, я не знаю, хоть ипотеку бери на этот РУС. Нет, сейчас ипотеки не сделали еще на джойстике эти. Поэтому... Этот джойстик брал, я еще, блин, студентом был. Чё-то ничего не можешь сказать, за Су-25 пропустил его? Ну вот. Поди на каких-нибудь Эвках, А-10 летал, да? Так сказать, любитель комфортных ощущений. Да? А вот ты полетай на нем. Сделай задачи. Вот эти ощущения будут поинтереснее. Гори, гори, ясно. Это так, дополнительно. А, в смысле, до базы долететь? Блин. У меня сегодня с посадками не фортуна какая-то. Я думал, хоть до базы долетим. Ну все, здание сделано. Ну, первый самолет потерян, признаю, косяк. Да, ну брось, есть замечательный вариант от Вирпил, называется... 22 тысячи, нахуй нужен? Русско говорю. Никогда бы за 20, за 30 тысяч не покупал какие-то джойстики. Зачем они мне нужны? Ну, лучше видеокарту приобрел. Я, блядь, видюху за 70, за 60 взял. 50, 90. А тут джойстик за 30 косарей. Да нахер он мне сдался? Можно добавить, да, компьютер апгрейд сделаю. Нахер он сдался? Угу. Это надо либо очень любить симуляторы, как бы, наверное, просто вот
создать себе кабину пилота, да, ну вот есть вот, допустим, Иркут, он любит летать. Ну, нет, это не горит, вы как-то не болеете. Вполне нормально держит самолет, летать можно. А то, что какие-либо ляпы, ну, это мои ляпы здесь. Так, ПВО, одну и две техники, да? Ну и все. Не, пацаны, это дорого, нахер он сдался. Су-25 сделан для настоящих хардкорных мужчин. Не знаю, мне нравится самолет. Мне не нравится обычный Су-25. Какой-то он простой, не знаю. Бегать, нарами разбрасываться, летать. Мне нравится вот именно, когда можно захват цели, пуск. Там на расстоянии работаешь, с высоты можешь работать. Такая вот авиация интересна. Ну, именно за российскую сторону, а не иностранные самолеты. Не знаю почему. Не хочу на иностранных летать. Как бы, я не говорю, что у них самолеты говно. Там я знаю, что они самолеты охеренные. Просто я не любитель этого. Почему-то не знаю. Такие вот дела. Да, я и так, интерес у меня есть, даже и так вот летаю. Я управление сейчас вот под себя настроил, и мне комфортнее летать. Как бы не парюсь. Так что... Не, ну ладно, не буду как бы зарекаться, может быть в будущем совсем интерес появится. Но вот опять же, давай вот начнем с того, что я вот неделю сейчас приехал, неделю на работе был. Меня что-то не в Тарков потянуло, а я почему-то решил с ДКСа начать. Значит, меня эта игра интересует. Джойстик вообще ничего не решает, главное это руки. Вот, кстати, я согласен. Здесь даже самолетом, я вот помню, играл, конечно, это сравнение. Даже вот Battlefield помню. Эти старые, 42-й-то. Там вообще на клавиатуре летали, помню. А на War Thunder, вот самолет на клавиатуре, мышкой летаешь тоже. Вот. Ну, я имею в виду, что если приноровиться, можно играть на клавиатуре и мышкой. Вот давай попробуем просто для интереса не использовать трекер. Смогу ли я мышкой управлять? Ну, только нет, что рус надо стопудово здесь. Без руса именно вот эта плавность здесь нужна в этой игре. Потому что здесь, если будешь самолет дергать, далеко не слетаешь. Здесь нужна плавность. А что у меня за миссия вот это еще? У меня две миссии, получается, которые я создавал. Так, подожди. Да ёп. Вообще лучше ничего не нажимать. Так. Вот это вторая миссия, я же на ней не летал. О, здесь даже музыка есть у меня. Добавлена. Так, что-то мне Иркут там еще писал, я... Блин, Иркут, я тоже ноутбук хочу себе взять. Ну, блин, тогда я вообще отдыхать не буду. Вместо того, чтобы лечь спать, допустим, между рейсами, я буду сидеть, рубиться в что-нибудь. Нет. Ну, а так ноутбук хочу себе тоже в кабину. Слушай, а сколько ему зарядки надо? Его же надо заряжать, и либо ты это батареи переносные с собой берешь, меняешь. Сильно он зарядку хавает. Мой комплект от Vibram 130 тысяч стоит. Ну, ты, я знаю, ты говорил. Ты как этот у меня Карифан тоже. Только он не в ДК слетает, у него, блядь, 3 компа дома. Он играет, супруга и ребенок. Поэтому я не удивлен, что у тебя 3 компа. Я же помню, у тебя там и жена сидела, играла, и сын. Сын-то у тебя уже большой.
Понял, понял. Ну, блин, я как бы только за, играйте, если вам нравится. Прям так погружаться. У меня даже вот если был бы выбор, мне бы сказали, вот, хочешь очки виртуальной реальности, я их просто дам, играй. Я бы сказал нет. Почему? Потому что кукушка съехала бы у меня. Не знаю, мне хочется играть, но в меру. Если сейчас вот начать вот в этих очках играть, ты потом будешь по городу ходить, по всем стрелять. Это же на мозги капает, ребят. Это не полезно. Я понимаю, что у нас сейчас в жизни мало чего полезного, но это уже совсем кукушка съехать может. Ты во сне будешь летать. Ты во сне, кстати, не летаешь? На Ил-2 штурмовике. Блять. Спит такой. Жена такая, ну чё, какую миссию выполнил? Да, я он это, там, такую-то, такую-то, нет? Ладно. Да блин, ну я видел, я знаю, что у тебя там все серьезно в этом плане. Молодец. Нет, у меня сейчас денежки на другие. У меня сейчас, во-первых, я говорил, у меня пополнение будет уже 3-й ребенок, и я жду дочку. У меня будет 2-я дочка уже. У меня одна есть, она в школу уже пошла. Вот сейчас у меня сын, ну, пока еще, конечно, ему 4 года. Вот, и сейчас дочка у меня родится через 6 месяцев. Еще одна. Вот я лучше в это деньги буду вкладывать. Так. Так что мне повезло. То есть я вот могу летать на самолете, и при этом вот у меня уже будет 3-й ребенок, допустим. И компьютеру еще время уделяю. Вот, у меня вот так. Так, ну что, давай попробуем поиграть. Здесь здание-то. Блин, ну эта миссия сложнее, наверное, будет. Короче, это 2-я часть предыдущей миссии, только там мы держим оборону, а здесь мы идем в наступление. И самолет, получается, поддержку ведет и там, и там. Вот. Там надо поддержать наших, чтобы они смогли удержать позиции в первой миссии, а здесь мы идем в наступление, поддержать, чтобы они быстрее могли пробраться, короче, на вражескую позицию. Дети не помеха, хобби. Да, понятное дело. Но детям сейчас надо будет стопудово тоже что-нибудь брать. Сейчас дети такие пошли, им хочется тоже поиграть во что-то. Вот. Я-то не готов делиться своим компьютером. Я буду брать отдельный компьютер, если что. Так что дело такое. Да, я такой. Я жадный в этом плане. Ну, то есть я свое рабочее место... Ну, ладно. Место хобби никому не отдам. Вот. Ну, мне проще, блин, еще один компьютер собрать и, допустим, ребенку дать, чем свой компьютер дать. Да, в этом плане я такой. Просто уже тут все под меня настроено, мне удобно так, как... так, не надо ничего тут. Подожди, а какое вооружение стоит? Тем. Не, в Москве я ни разу не был. Я еще Сибирь всю не исследовал. Какая мне Москва, ты чё? Я в Алтайском крае это не так часто бываю, хотя у нас вся Сибирь ездит туда. Я такой человек, я домашний, я не выездной, понимаешь? Как-то, блин, не знаю, может так привык уже по жизни. Мне нравится дом, родина моя. Где-то здесь время проводить, а не куда-то ездить. Хоть у меня и работа вахтовая, я все равно ее выбрал рядом с домом, опять же. Поэтому, ну, видишь, мы все разные люди. Поэтому и не быть мне путешественником. Только до магазина и обратно. Ладно, я пошел, до новых встреч. Давай, удачи, заходи. Блядь, я джойстик опять прилепил. Он у меня на воде крепится.
Так что я любитель, так сказать, домашних приключений. Ну, дома хватает, ой, дома на работе хватает путешествий. Бывает, отправят туда, что тебе надо ездить даже в джунгли не придется. Там свои джунгли. Пока до пандуса доедешь, до разгрузки. Чего только не проедешь. Ну, ладно, полетели. Так что Москва, нет, в Москве я не был и как-то не горю желанием туда ехать. Мне нравится свой Новосибирск, вообще Сибирь, Алтайский край. Лучше в Алтайский край съездить, в Горно-Алтайск. Что мне в этой Москве делать? Мне своего Новосибирска так хватает. В час пик выйдешь, тут как Москва, Кремля не хватает и площади Красной. Народу много вообще. Меркурий нужен. А, ну да, там у нас... Блин, я не помню, как Меркурий использовать. Давай время. А сколько? 10-15? Ну и зачем Меркурий тогда? Если время 10-15, Меркурий нам не нужен. А вот баки можно взять. Наверное. Вот, кстати, что ты не развиваешь это? Раз тебе гитара так нравится, надо тебе развивать эту тему. Иркут, тебе говорю. Гитара сейчас в наше время модно. Фабы, не надо мне фабы. Так, эти подвески я снимаю. Пилоны. Возьму нары. Так, а там у меня какие? S8. Здесь комы поставлю туда. Ну все, пробуем. В этой миссии, говорю, вот особенность, что она это никуда тебя не торопит. А вот следующая миссия, вторая часть, там надо быстро. Потому что наши идут в наступление, если их разобьют, то миссия будет провалена. Ну да, здесь нет. Ну, поехали. Че у меня камера включена? Трекер, говорю, использую даже вне полета. Да. Погода минус 5 градусов. Зима. Ветер. У Земли, кстати, небольшой он, а вот если на высоту 2000 метров и выше, то там уже 6 метров в секунду, да? Ну, давайте прочту задачи, значит. Чеченская компания. 999 год. 21 декабря. Вылет на Су-25Т у нас 2 самолета. Вот. Авиагруппа тут у нас еще, кстати, участвует МиГ-29, есть вертолет Ми-24. Вот. Декабрь. Вторая чеченская кампания. Задача нашей авиационной группы — поддержать наступление войск в указанном районе. Цель и задача: вылетайте в указанный район и поддержите наступление мотострелков. Так вот. Так, что у врага на данный момент разведка засветила? Так, грузовая машина ЗИЛ-135.
одну единицу пехотинцы с РПГ, 3 гранатометчика обнаружены с РПГ, 2 БТРа 80-х, зенитная установка стационарная, 2 штуки ЗУ-23. Вот, это то, что обнаружено, то есть есть еще помимо не обнаружено. Допустим, те же переносные зенитно-ракетные комплексы, вот, которые могут самолеты бить. Так, гвоздика. САУ. Одна штука. ДОТ. Пулеметное гнездо, чтобы понятнее было. Бункер, как хотите, так и называйте. Угроза в основном это только для сухопутки от него. Гвоздика тоже не опасна. Вот БТР-80 и ЗУ могут по самолету стрелять. Дальше. Урал 4320. 1 единица. Шилка 1 единица. И зенитная установка 23 на платформе Урала 4320. И аванпост. Это все, что пока нам... Все, что пока увидели там, типа. Все, вперед. Напоминаю, будет еще один стрим. Время спустя, там, сейчас этот полетаем еще. Вот, и я планирую еще поиграть в War Thunder. То есть сегодня посвятить День техники. Так, самолет готов, запущен. Все, можно страгиваться. У меня почему-то не работает мышка. Это, наверное, трекер ее блокирует. Обзор мышкой не работает. Так, что там у нас? Кто-то взлетает, я смотрю. 106 в воздухе. МиГ-29 на взлет пошел. Ну что, пойдем? Разрешаю руление на полосу 2-3. Там цели в городе. Их надо будет в городе высматривать, в переулках, в закоулках. Я помню. Играли тоже как-то. Поэтому здесь нужно, чтобы работать по вот этой системе, по шквалу, надо желательно бы такую графику в плане, чтобы и дальность хорошая была. Ну, не знаю, я вот, получается, на предыдущей видеокарте у меня графика была между высокой и средней. То есть на максимум я не мог выставиться. 1-0-9. Взлет запрещаю. Тихо, стой. 1-0-9. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7-5-6,8-3. Здесь вот у нас используется техника уже. Сейчас вот я посмотрю, как вот видите, до 68 FPS аж прыгает. Ну чё? Мы готовы? А, он меня ждет. Нет, в этот раз ты будешь за мной взлетать. Я не хочу взлетать с тобой одновременно. Ну тебя нафиг.
Иногда кажется, как будто его лучше вообще в руки не брать при взлете. Он только сбивает все. Давай, 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 отрываемся. Сложность этой миссии, то что здесь у врага используются, конечно, не такие темы, как оса там и все такое, но здесь есть переносные зенитные комплексы Стингер. Ну, и они целые расчеты здесь, минимум 2 расчета. Поэтому надо либо высоту хорошую набирать, либо на очень низкой высоте работать. Средняя высота тут опасно будет. Они хорошо бьют. Я, если не ошибаюсь, по-моему, 3500 минимум, если на высоте. Так, сейчас самолет выровнять надо. Что этот Рус расшифровывается ручка управления самолетом. Так, показывают 51 километр до цели. Высота надо набрать побольше. В общем, почему набрал наров? Потому что я хочу вот эти позиции, где зушки все, вот эта пехота, машины всякие, вот это, чтобы их закидать. А ракеты Вихрь буду использовать для уничтожения вот этой гвоздики, Шилка, там у нас БТР. То есть так вот. На курс вышел. Хоп. Почему-то здесь вот автопилот врубаю, он начинает... А, вот он вроде стабилизируется. Шатать иногда. Как он его хорошо схватил, прям баланс, я имею в виду. Прям четко. Всегда бы так. Вот мне не хватает всегда вот такого сбалансированного, ну, чтобы самолет держался так в воздухе, чтобы шквалом хорошо нацелиться, потому что он начинает вот так вот всяко разно, блядь. Даже автопилот рубаешь, он не успевает его сбалансировать. Поэтому нужно всегда расстояние до цели.
чтобы он баланс поймал, и все, и начинаешь уже работать шквалом. Так, что мы имеем? Мы имеем, значит, наша здесь пехота, я смотрю, КамАЗ, грузовики. Здесь тоже отряд пехоты пытается прорваться через блокпост. Блокпост защищен, вон, получается, ДОТ, БМП стоит. То есть наступление пока не начато, это во второй миссии будет, но мы уже готовимся к нему, то есть авиация сейчас отрабатывает. Так, дальше по дороге, если мост тут у нас обнаружены вот гранатометчики, 2 зенитки. Здесь расчет артиллерии, гвоздика с машинами и гранатометчик. Ну и в городе вот они разбросаны. 2 БТРа, машина с зенитной установкой на борту и шилка. Мы подлетаем. Так, переключаюсь на воздух-земля. Блин, не вижу, что там за тип. Угу. Вот он, вихрь, по-моему. Блин, что так плохо? Ну-ка, подожди. Как-то надо еще сесть удобно здесь. Так, наши вот они, получается. Мы будем отталкиваться от наших позиций. Все, автопилот рубил. Да, вижу цели. В приоритете БМП. Оп. Захват. Ну как, захвата пока нет. Так, дальномер пока вырубим, чтобы его зря не сжечь. Зафиксировал пока позицию БМП. Вот, расстояние 22 километра до цели. Где-то на 12 километрах буду дальномер использовать уже. Крен маленько сбился опять, блядь, задолбал. Так, врубаю ЛТЦ. Автоматический пуск. Дальномер. Пуск. Так, где тут у нас зушки? Блядь, не вижу. А, вон вижу позицию. Ухожу. Высоту не буду набирать, потому что здесь стингеры работают. Кренит, конечно, блядь. Он автопилот сбил. Понятно. Второй пока. Увидимся в госпитале. Че он мне? Какой пуск? А, вот, все, отключил. Вон, видите, как крен мне сбил? Это автопилот бывает, сбивает его. Когда ты его хочешь вырубить и быстро старайся вырубить, он еще самолет, допустим, он в этот момент, не знаю, наклонял его или что. Вот эта херня происходит. То есть у тебя рус уходит влево или вправо. Тоже вот. Сейчас вот я выровнял его.
Так, ну чё, одну позицию накрыл нарами. Зушки вроде как устранил. БМП тоже уничтожил. Да, зенитка одна целая осталась еще. БМП уничтожена. Так, зенитку надо устранить, да? Добить ее, чтобы она мне сопротивление оказала. Все, сейчас надо будет вот эту позицию ликвидировать. И потом будем работать по технике. Надо будет технику эту всю сжечь. Аванпост бы желательно тоже бы уничтожить. Сейчас еще грачи сюда прилетят. Обычные 25-ки. Так, ну что, выбираем высоту. Что там по топливу? Блять, проще вот так вот посмотреть. 3500. Ну, база недалеко, если что. Там только надо озеро пересечь. Я не помню, где стингеры у меня здесь. Хоть я автор этой миссии, я не помню. Поэтому я, блядь, когда начинаю уничтожать цели, я высоту не набираю. Стараюсь на низких идти. Попробовать вот эти укрепления уничтожить, либо зенитку добить. Какая вот из них, блядь, не понять. Так, позиция арты. Вот она. Давай акацию попробуем. Гвоздику, точнее. Так. Цель захвачена. Блять, я ЛТЦ-то забыл вырубить. И мне сейчас закончится нахер. Они же не бесконечные. Я всегда ограничитель снимаю. Вот, но издалека тоже стараюсь не стрелять. Так, длинномер врубаю. ЛТЦ. Пуск. Цель поражена. Перерубаюсь на ракеты. О, у них... В смысле, блядь? Ой, извиняюсь за мат. Там игла была, прикинь. Нифига мне фартануло, я расчет иглы ликвидировал. Ё-моё, я вообще не помню про нее. Так, давай. Уходим нафиг. Че, ЛТЦ закончились, я смотрю. Или... А, нет, есть еще, есть, нормально. 125 best in DKS, yes. Меня кто-то ловчит. Это армовский язык уже. Ну, что у меня за ПР горит? Это в шквале захвата. Когда позицию фиксируешь какую-либо в шквале, после уничтожения цели надо отжимать фиксацию. Я, видать, забываю, и вот он мне ПР постоянно этот светит. Так, что, да?
ЗРК, да, там еще есть ЗРК. Я еще и не всю ликвидировал. Так, что, попробуем направление сменить, поработать по городу теперь. Надо высоту набрать. 3200 у меня горючки. Нарами сначала, в общем, получается, отрабатываю цель с броней, потом нарами забрасываю уже вот эту пехоту, машины. Можно так работать тоже, чтобы зря вот на круг опять не вставать, топливо, горючку не сжечь. Лучше за один раз сразу сделал пуск, а потом нарами отработал, и все. Почему бы и нет? Наберу высоту, наверное. Попробую с высоты сейчас поработать. 3. Сейчас я посмотрю, как с облаками будет нормально видимость, нет? Где-то 3700. О, кто там беттер подбил, я не понял. Кто-то по нему наклепал. Грачи, скорее всего. Так. Кстати, ПВО переносные могут быть даже вот сейчас подо мной. Я не знаю, где они. Они не именно в городе, они не именно там, где позиции отмечены наших войск, где-то рядом там. Нет. Они вот именно разбросаны здесь везде, эти расчеты. Сейчас вот мне повезло, я ликвидировал один расчет иглы. Но стингеры-то остались. И стингеры опаснее будут. Мне будет сложнее. Так, вот он, этот город. Сейчас посмотрим, какие закоулки целятся. Высота 3700. Выставляю автопилот. Балансирует самолет. Так, значит, смотрим. Первая цель БТР-80 находится на окраине города. Получается, самая северная часть, да? Как можно здесь определить? По дорогам. Раз квартал, два квартал. Главная дорога, получается, вот идет. По секторам, блять, как проще кому. Но я так вот ориентируюсь по кварталам. Так, что там, все нормально? Блять, скорость падает. Вот, чуть побольше. Так, получается, второй квартал, главная дорога. Вот, надо вот эту дорогу увидеть. Если я увижу, значит, я его вот замечу. Ну, она как делит квартал этот. Точнее, между двумя кварталами. Все, ладно. Блин, я, конечно, на то тебе сообщение ответил, а вот Келвин, это сообщение мне уже не дано перевести. Человек на английском языке пишет. Ну, он, видать, и это... На Твиче. Не сам... Я не могу сейчас просто переводчиком воспользоваться, у меня все занято. Так, вот я, получается, его облетел, да? Угу. Блин, вот отсюда надо заходить, но... Надо развернуться.
Знаете, вот что меня тревожит больше всего сегодня? Это не ПВО. Это то, что у меня с посадками что-то не получается. Не посадочный день у меня сегодня. Меня больше тревожит, и я вот сейчас отработаю по целям, вроде как все. Мне надо будет лететь на базу, перевооружиться. И тут сразу... блин, мне же надо самолет посадить. Блин, раньше кайфовал от этой посадки, а сейчас что-то... Есть сомнения. Ну, когда ты уже 10-й раз, блядь, падаешь, конечно, у тебя сомнения появляются. Ну, шучу, ну сколько я? 2 раза, 3 уже сегодня разбился. Конечно, не 20 раз. Так, че? Так, район зафиксирован. Сейчас будем вести наблюдение. Так, начинаю отсюда. Вижу парня. Зафиксировал. Так, вырубаю пилота. Тяги немного даю. Блядь, что там подо мной? Ё-моё, походу расчет. Так, ЛТЦ стопудово. Блядь, лучше бы я вас не спалил. Мне сейчас настроение испортите, да, пацаны? Так, сможем отсюда отработать? Ну-ка, пошла. Слушай, по-моему, нет, ни хера. Нет. Все, маневрирую, ухожу нафиг отсюда. Во-во-во, блядь, я об этом и говорю. Иди в жопу. Что, гидросистему повредил опять, наверное? Это Стингер, блядь. У меня эти ЛТЦ закончились. Вот и все. У меня ЛТЦ закончились. Я поэтому, блядь, получил сейчас по жопе. Так, ладно, ну не знаю. Буду пробовать на базу возвращаться тогда. Давай, оповещение врубим. Че, она ничего не будет говорить? Поздно увидел их. Они подо мной были прям. Маркеры их засветили. Пипец. Так, слушай, ну вроде как один двигатель-то еще работает. Единственное, тормоза опять сейчас отказывать начнут. Как всегда. Я заметил, когда начинаешь автопилота врубать в этом случае, он тебе, конечно, его балансирует, самолет. Но при этом у тебя скорость уходит. И в итоге он все равно падает. То есть, блядь, приходится в этом случае самому его. Вот сейчас моя большая ошибка, которую я допустил, это высоту я уронил. Когда двигатель подбивают, тебе высоту надо держать. Блять, вот и сейчас чисто из-за этого, наверное, я уже не смогу добраться. То есть высота чем дает плюс, ты начинаешь помаленьку пикировать. И скорость не теряешь. А сейчас я буду скорость терять. Высоты нету нифига. Что это за 500 метров? И все, вот, пожалуйста. ЛТЦ заканчивается, все, ты уязвим. Ты с ЛТЦ-то иногда уязвим, если их не используешь вовремя. А без них так тем более. Сложная миссия у меня здесь получилась. Потому что стингеры, они не замечены разведкой.
И ты можешь в любой момент нарваться на них. Поэтому здесь, наверное, даже лучше использовать ракеты не «Вихрь», а дальние ракеты, которые стреляют на расстоянии где-то 20 километров хотя бы. По-моему, если я не ошибаюсь, Х-29, по-моему, ракеты хорошие. Можно их использовать. Блять, дотянуть бы. У меня уже рука устала держать его. Слушай, ну-ка, давай попробуем. Пипец, блядь. Сможет он дотянуть. Только не теряй скорость. Мне бы озеро это бы перелететь вот надо прямо по курсу. И там уже аэродром будет. Вот он, я лечу. Вот аэродром. Так, ну все правильно. Сейчас вот так вот крюк придется взять, чтобы на него зайти. Ладно, пускай пока пилот поработает. Автопилот, я имею в виду. У меня хоть рука устанет. Отдохнет, точнее, а то устала. Там уже я попробую что-нибудь сделать. Но если тормоза не отказали, я не знаю. Просто бывает это подбита гидросистема, и все, опять начинается. Отказ гидросистемы. Кстати, а где оповещение? Что-то оно не работает. Куда мою Алису дели? Кто ее Почему она отключилась? А что тут это, кстати, нету такой темы, как это Яндекс Навигатор. Там, через 100 метров поверните налево. Блять, я бы на шквале сейчас навигатор бы включил. Через пару километров поверните налево. Через там 500 метров снижайтесь до высоты там ты. А, вот это ты имеешь в виду? Ну-ка, подожди. Ну да. Пониженно. Да. Если ты про это. Так. Чё? Шутки шутками, но что-то не смешно. Что-то вообще не смешно. Сейчас надо как-то повернуть и не завалить самолет. Угу. Ну, 1000 метров уже хорошо. Лучше, чем 500 высота. Значит, можно еще дотянуть. Где полоса? Я ее раньше так хорошо видел. На низкой графике. По-моему, я на нее вышел. Просто я не вижу пока. А, вон она, нифига, она далеко еще. Так. Давай, рубайся. 110. Наблюдаю огневую точку. От ориентира 2. Она получается левее. Такую огневую точку. От ориентира 254. Удаление 4.
А тут сейчас главное со скоростью не ошибиться. Я же всегда жалею в плане там раньше начинаю скорость сбрасывать. И уже сколько раз так попадался. Мне не хватает до полосы потом дотянуть либо высоты, либо скорости. И я падаю как камень вниз. Вот. Сейчас наоборот скорость, он, видишь, развивается. Потому что, ну-ка, тормоза будут работать. Да ну, нифига себе, гидросистема еще пока работает. Значит, еще не все потеряно. Так, нет, обороты не сбрасываем пока. Бля, высоту теряю. «407» скорость небольшая, по идее. Ее можно быстро сбросить до 300. Ну, если тормозами пользоваться. Вот если уже пятихатка идет, вот это много. И высота у тебя, блин, метров 800 и выше. Ну, вот эта скорость, с ней можно дотянуть. Главное не завалится. Что, закрылки есть? Есть. Блять, заваливается он здесь, капец. Я мимо полосы лечу. У меня его тянет вправо, и пипец, блядь. Ну что, полосу придется проезжать. Давай. Парашюты нифига не помогли, сука. Слушай, ну я узнаю свой полет. У меня уже был такой. Блять, шасси повредил, да? Сейчас в лес посажу. Нет, я не хочу в лес. Короче, меня, блин, кинуло вправо, блин. Тихо, блядь, ты чё наклоняешься? Все, он сейчас не справится. Ну, блядь, давай. Тяни, братан. Давай хоть не в город будем падать, а то там люди недовольны будут. Блядь, да что такое у меня сегодня с посадками? Я вообще не фартит. Раньше, блядь, с любого угла мог зайти. Сейчас вообще какая-то херня просто. А, ну все, ништяк. Приземляемся на крышу туда. Все-таки в город сейчас упадет, сука. Так, все, Алиса, ты мне не нужна. Поздняк уже метод. С такими проблемами подвески. А я хотел с ними доставить его, видишь?
Ctrl-V. Я знаю, я не сбрасывал. Я сам не сбрасывал специально. Хотел их посадить вместе с собой. Блять, какой город большой, а? Ну, красавчик, автопилот его пока держит. Сейчас город пролечу и катапультируюсь. Да? На разворот не получится пойти. У меня шасси повреждены. Меня к земле тянет. Я сейчас как на этом летаю, блядь. Как на Ил-2 штурмовике. Хотя, нет, хотя у него шасси-то закрываются. Подожди, а у какого самолета-то у нас? Каких-то палубных, по-моему, шасси не закрывается. Ну-ка, Иркут, знаток авиации, напомни-ка, какие самолеты у нас с колесами летают. Ну, у немцев-то я помню этот, блядь, штука его называют. Штурмовик этот. У него еще пулемет сзади. А вот у нас самолет это Второй мировой. Да, я в степь ушел. Теперь развернуть его надо. И направить на врага, сука. Сейчас сделаем японского камикадзе. Только не в самолеты будем тараниться, а в это... В технику. А тут уже все. Блин, опять город. Эй, слышь, давай его облетим слева. Меня, короче, все заело. Ну-ка. Да, закрылки заклинило. Благо тормоза успел воздушные убрать, так бы не долетел бы даже до сюда. 10. Атакован ЗРК. От ориентира 1, 4, 6. Удаление 6. Зато не надо ничего выпускать. Шасси уже выпущено, эти закрылки тоже. Самое главное здесь еще вот трус очень важен именно в таких моментах, чтобы он не заваливался. Сейчас чуть резко его дернешь, блядь, и все. И можешь катапультироваться. А, так он у меня все уже. Он у меня уже мертвый. Гидросистемы полностью отказывают. Так, сейчас воду пролечу. Я, когда садился, я ударился еще. Говорю, у меня сегодня с приземлением какая-то жопа. Я раньше проблем таких не испытывал никогда. То ли я самолет так чувствовал хорошо, то ли что. Даже я помню, в армии у меня хорошо с посадкой было все. А сейчас что-то я это... Смотри, все равно еще вытягивает, да? Молодец. Сейчас бы современный самолет уже бы акул бы кормил, блядь, или рыбок, я не знаю как. А этот он еще... Он еще и долететь сможет. Так, подожди, куда лечу? Не, ну это далековато до города. Здесь еще есть аэродромы? Нету.
проще, конечно, сейчас прыгнуть, да самолет другой взять уже, да? А я, кстати, не помню, здесь, по-моему, провал стоит на этом самолете. Здесь все продумано. Здесь один самолет тебе дается. По-моему, здесь нельзя будет второй самолет взять. Я их в лес скинул. 110. Захожу с юга. Атакую живую силу. От ориентира 085. Удаление 3. 110. Наблюдаю живую силу. От ориентира 085. Удаление 3. 110. Уничтожил живую силу. От ориентира 0. Сейчас кто-нибудь зайдет, допустим, ну, не видел полет с самого начала, посмотрит. А что у тебя Су-25, блин, с шасси летает и с закрылками. Тренировки, эксперименты. Сколько смогу продержаться. Блять, воздушный тормоз еще надо. А, все, отказал, не работает. Воздушный тормоз не работает уже, все. Кстати, крен высоты работает. Вверх-вниз. Не работают повороты. Наклоны влево-вправо. Ничего, держимся. Не знаю, смогу ли я с этой стороны зайти. Буду пробовать. На второй заход. Лучше разобьюсь. Ну, как бы, пробуя посадить самолет, чем я буду здесь летать. Просто, блин, давай, выравнивайся. Вот он, как вот он его выравнивает, блин, я не могу его выровнять. Читер, блин. У меня это Русову не может это выровнять, а этот выравнивает, автопилот его. Кто-то где-то меня обманывает. Вот у меня же, вот я не могу, я его еле-еле, а он, блядь, берет, как будто он у него и не сломан. Так, ну что, а довернуть-то смогу здесь? Поворотами. Или у меня и хвост тоже не рабочий? Давай. Ну вот вроде рулит, смотри. И при этом наклоняется. Тут, видите, еще два аэродрома. Бывает, блядь, на один смотришь, а на другой садишься. Вот мне еще вот это не нравится. Они очень близко, два. Так, без парашютов. У меня парашютов уже нету. Скорость в тягу в 0. Держите меня, семеро.
Да, блядь, его опять несет. Его несет в сторону. Вот в чем проблема. И в прошлый раз также было. Я из-за этого не сел. Я уже на любую полосу готов приземлиться. Да похер уже. Только не сгори. Пизду тебе. А где он? Да, вон горит. Чё? А где у меня голова? Блин, маленько не довернул. А у меня все, он кренится, я уже не смог. Он у меня получается на левое крыло. Мало того, что его вправо относит. Или влево, куда меня? В сторону. Еще закренило. Бах. Тор, не могу понять твоего сообщения. Вообще не понимаю, к чему ты пишешь. Это тебе не сюда. Это тебе надо в документальные эти стримы идти, там обсуждать это. Здесь игра. Так, ну что, сейчас я переведу сообщение тут от человека. Он писал мне. Я иногда иностранцев лучше понимаю, чем когда мне на русском некоторые пишут. Почему так? Нужна какая-то мертвая зона на оси этой палочки. Она движется сама по себе. Ну это да. Есть такое, ну. Он про РУС, про ручку управления самолетом писал. Ну и чё? Будет провал, не будет? Или нормально все? Да нет, вроде. Ну, давай попробуем. Так, что надо сделать? Брифинг. 109. Краснодар. Запуск разрешаю. Дальше нету провала. Единственный момент, я Метров в секунду. не знаю, завершится ли миссия потом на этом самолете, если триггер, допустим, на тот самолет сделан. Ладно, попытка 2. У меня сегодня, я так понял, со второй попытки только все получается. Не знаю, как здесь, посмотрим. Так, ЛТЦ надо сейчас экономить тогда, потому что это важно. Стингеры эти. Все, сейчас буду вылетать. Сейчас я посмотрю, что там осталось. Раз пилот, два пилота. Так, чисто для пояснения, тут у нас Тор написал, типа, жилые кварталы бомбить. А если в жилых кварталах техника находится, что с ней делать? Вот смотри, шилка вражеская, зенитка, БТР-80. Если вот, допустим, вражеская сторона делает так, технику там специально ставит, блядь, провоцируя эту всю тему, то как тогда? Что ты вот на это ответишь? Ее там оставить надо, пока она сама оттуда не выйдет, подождать? Что-то ты про американцев-то не пишешь, что они могут бомбить, им похер на все. Израиль вот сейчас херачит по городам, им можно, а нам нельзя. Что ты про это не пишешь? А, ну
да, у них же пропуск в это, допуск. Поэтому не пиши херню всякую. Это я тебе так по твоей сути ответил. По сути твоего сообщения. Ладно, взлетаем. Тут же не написано мирный гражданский. Автобус с пассажирами. Школа, детский садик. Во-первых, бомбежки никакой нету, если вот смотреть меня стрим. Я работаю ювелирно, я работаю чисто ракета в цель по городу. В этом и особенность этого самолета. Он бьет в цель. Вот. Если летать на Граче, на Су-25, да, у него бомбардировка будет ковровая какая-нибудь, блядь. Может быть, я не знаю. Либо нарами он все забросает. А этот работает ювелирно. В этом мне и нравится этот самолет. Ну, то есть я аккуратно зашел на БТР, ну да, на БТР-80 и одной ракетой его поразил. Все. При этом ни одного домика не пострадало. Вот. Что ты на это ответишь? Видишь, как бывает. Я даже здесь в игре стараюсь аккуратно это делать. Ты видишь? Хотя мог бы набрать кучу наров, взять бы бомб и расхерачить весь город нахрен, и все. Ну, по твоим словам. 09. Краснодар. Разрешаю руление на полосу 2-3. Видишь, я не вояка, не солдат. Я обычный гражданский. То вот я, если посмотреть мои миссии, вот я играл в Арму, вот мы играли, на самолете вот я летаю. Я стараюсь минимум навредить гражданскому населению. Понимаешь, у нас даже игроки такие. Вот, понимаешь, вот какие мы люди. Я вот просто вот игрок играю, я и то вот стараюсь как бы нанести удар именно по цели. 09. Краснодар. Ждет по готовности. Отход по схеме. У меня вот нары, пилоны висят, я их использую чисто в степи. По зенитным установкам где-то там вот делаю. То есть по городу я даже их не использую. Так что зря ты мне такое пишешь. Не зная сути, просто зайти и пернуть что-нибудь в чат. Ну что, попытка 2. Знаете, мы теперь как будем стримы начинать в ДКС? С посадки. Если посадка не пошла, все. Будем в другую игру играть. Просто я даже знаю, как это будет. И я миссию создам именно сразу возле, на заход на аэродром, вот, Су-25, и надо будет его посадить. Если я не посажу его, все, можно Alt F4 нажимать и до новых встреч. Ну, либо другую игру врубать. Так и будем сейчас начинать. Пока самолет успешно не сядет, чтобы потом продолжить выполнять задачи. Так и будем, наверное. Да, если бы авиация бы так работала, как вот этот Су-25Т, любая авиация любой страны, было бы классно.
Я имею в виду по шквалу, чисто прицельным выстрелом. Но опять же, здесь все зависит от разведки. Как она определит цель, да? Просто, вот, допустим, мне летать и дисплей смотреть, там, искать самому что-либо, это такая кропотливая работа. Конечно, мне проще, вот у меня уже в координатах указано что-то, да, я просто захожу на цель и уже в шквале готовые разведданные фиксирую все и по ним отрабатываю. Ну, конечно, намного интереснее и проще. Так, надо как-то сейчас зайти опять же с того направления, но попробовать этот расчет уничтожить. Да, это будут риски. Но мне проще будет потом по городу отрабатывать тогда. Я примерно помню, где он, в каком месте, но сейчас будем смотреть. Все, можно отдохнуть. Сейчас он маленько сюда... ну хотя можно уже выравниваться. Так, значит, враг где-то здесь. Может на перекрестке, может на дороге, может в поле. То есть вот здесь их надо высматривать. Задача: Шилка, машина с зенитной установкой БТР-80. И надо вот их сейчас поразить будет. Вот. Но надо расчет ПЗРК выбить сначала. А почему на эту игру выделяется всего 43 гигабайта памяти оперативной? Если, допустим, 64, вопрос. Понимаю, там 20-ка используется всего. Всего 20 гигабайт памяти используется. Видеокарты 9 гигабайт используются, офигенно. Но еще стримы съедают. Гуляет. Ну, свободный ход у него, видите. Да, он и раньше у меня гулял и летал. Просто я камеру не ставил на него. Сейчас вот вы видите, я рукой им управляю, а в самолете он гуляет. Трясется. Я его не стал калибровать через винду. В прошлый раз я его откалибровал, у меня пружинка сломалась. В этот раз думаю, ну его нафиг. Лучше здесь настраивать его потихоньку. Здесь вот он так настраивается. Оп.
через клавиатуру. Так, если я не ошибаюсь, вон моя цель. Вот он город. Ладно. Воздух, земля. Ракеты разрывные. Буду осколочно-фугасные использовать. С8ОФ. Какие еще моменты? Так, можно вот так вот сделать. Я, кстати, иногда так делал. Так, где город? По шквалу их высмотреть. Зафиксировать их позицию и отработать. Это надо быстро делать. Опа. Так, это город. Слушай, по-моему, я их обнаружил. Кто вот это? Или это куст, блин? Что-то не понятно. Нет, это кусты такие у них. Блять, долгий процесс, конечно. Здесь еще гражданских много. Ладно, пока не наблюдаю. Вон вижу маркеры. Нет. Сука, где вы? Тихо, тихо, тихо. Предельный угол атаки. Предельная Угу. Предельный угол атаки. Предельная Согласен. Где стингер, блядь? Пуск был здесь. Они снизу засветились. Сейчас я их опять не наблюдаю. По пуску сейчас определим. А, ну у нас на 2000 высоты метр хорош, поэтому меня сейчас так заносит. Если я не ошибаюсь, 5 метров в секунду здесь. 5-6 где-то. Вижу. Ё-мо, нихера их там, блядь.
Это игла была. Поразил. Все-таки игла меня била. Блядь, да где стингер-то тогда? Зараза, самую конфетку, так сказать, оставил где-то. Эта зараза меня собьет махом. Надо ее где-то найти. Так, там еще техника ехала. Против техники использую ракеты С-8М. Какие-то машины заметил. Видать, патруль, что ли. Ладно. Попробую работать на низких высот. Что-то, по-моему, стреляло. Тихо, 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 тихо. Блять, как его развернуть тяжело-то. Рука отдохнет. Я обнаружил две машины, но я не стал их трогать. Я отработал по расчету ПЗРК. Машину вот сейчас я буду бить. Что за машины, не знаю. Ну, вот они. Они движутся. Переведи в набор. Переведи в набор. Переведи в набор. В смысле, блядь, это шилка, ёп. Машины, ага, машины. Это что значит шквалом не пользоваться для разведки? Надо было сначала осмотреть их. Так, что-то шилки надо сейчас на расстоянии их бить. Блять. Я думаю, что мне прилепело? Прилетело такой звук. Бэк по фюзеляжу. О, нифига, мне, кстати, это хвост под этот продыряет. По мне шилка отработала. Ладно. Тогда придется работать ракетами 9М. Блять, опасно. Хера она сбривает, как пила, блин, да? Просто струю, бруть, и все, и нет у тебя плавника твоего. Нормально. Благо, хоть хвост мне вообще не сбрило весь. Блять. Вот этого, конечно, я не ожидал. Я думал, там обычные тачки. Нет, там шилка. Первый раз, главное, не стреляла, сучка.
Так, где же я вас... Где-то притаились. Либо они в движении. Так, здесь нету на этой дороге. Отмена. Видать, они проехали куда-то. Тихо, тихо. Блин, это оповещение, оно срабатывает. Ты, кстати, можешь в штопор попасть. Вроде как. Если будешь как попало летать по ветру. Надо учитывать еще силу ветра. Тебя может закрутить здесь. Ты можешь управление потерять. По-моему, даже у этого самолета такая хрень. Или резко скорость сбросишь, когда... Что такое? ПР загорается. Шилку надо мне сжечь, она мне сейчас мешать будет. А, вон они. Подожди, они, получается, вот по вот этой, да... Сука, она стреляет. Иди в пень. Трассера летят по мне. А меня достать пытается. Я думаю, что он так тяжело управляется? А оно, видите, я даже там погоду когда смотрел, там получается больше 2000 метров высоты, уже ветер все сильнее и сильнее. Поэтому самолет сложнее будет сейчас управляться. Что там по горючке? 3000 килограмм. И 3 грамма. Так, вот она дорога, надо как-то на нее выйти. Да блин. Ого. Не туда нажал. Нет, нет, мне шилка нужна. $20 километров до цели. 19. Ну-ка давай пробуем. С 15 в этот раз. Че, не попал, что ли? Ну-ка, вот этот. Бардем-то сразу слил, а эту гадость нет, нифига. А, ну я поджег. Она горит. Уже стрелять не будет. Все, цели поражены, патруля нету. Тяжело, конечно, тяжело. О, вон, она сгорела. Здесь раньше я когда летал, у меня же были отключены машины на дороге. Гражданских не было. А сейчас это все добавилось. Да, это классно, это более правдоподобнее смотрится, да. Но и при этом оно отвлекает тебя. Ладно, надо сейчас сконцентрироваться на задании.
Так, Шилка находится у нас... Если по вот этим кварталам смотреть... А, вот этот квартал выступает. Здесь вот у них идет поле уже. То есть можно по вот этому кварталу и поле смотреть вот так вот. И вот здесь дорогу должно быть видно, да? Блядь, я не знаю, я вот как бы ориентиры ловлю, я просто объяснить понятнее не могу для вас, как я их ловлю. Херню несу всякую, согласен. Короче, вот этот район, он выступает. Если вот так смотреть по вот этой дороге, он один здесь выступает, да? По нему можно смотреть, тут идет... Тоже вот выступает еще один район, и между ними вот эта площадка, поле, это, я не знаю, бульвар у них. Вот, по вот этому бульвару, ближе вот к этому кварталу, можно прямо посмотреть и дорогу главную увидеть, и на ней Шилка будет стоять. Короче, ориентир как-то так. Не знаю. Пойдем. Посмотрим, смогу ли я сам. Правильно ли я понял? Где этот город? Время 15... У меня время уже 15:25, надо пообедать. Как обычно это раньше всегда. Война войной, обед по расписанию. А то я в них сейчас не стрелять буду, я их буду есть. Оп. Правильно нацелился. Угу. Но мы так не увидим Шилку. Вот он, район выступает. Шилку надо идти с другого глаза ходить. Вот он, район, выступ идет. Если по нему смотреть, вот эта дорога, по-моему. Нет, не вот эта, дальше дорога. Отсюда не увидим мы ее. Нет, с этого угла не получится, там здания мешают. А, ну так-то мы ее увидим. Так, блядь. Я ухожу. Подожди. А, это другой район? Подожди. Я же подумал, блядь. Как я так вроде в шквал смотрю нормально, да? Подо мной получилось... Геогинская какая-то, Геогинская. Еще один населенный пункт. Но все равно Шилку там не видно. Надо будет сейчас заходить с этого, получается, юго-восток. С юга. Где-то даже... Нет, с востока лучше. Думаю, еще на круг. В городе сложнее их бить, конечно, и они там сливаются в этих домах, блин. Ничего. Так, вот это Гуагинская. Там нету целей. Цели у меня находятся вот там. Нет, не там. Там вообще леса, поля. Бля, где они? Я их опять потерял. А, ну да, леса, поля, это город. Сдалека смотришь на город, кажется, как будто это какие-то елки-палки. Впервые вижу стрим по ДКС. Ну вот. Наслаждайтесь.
Добро пожаловать. Значит, если подпишитесь на канал, будем летать периодически. Но не каждый день, конечно, тут другие игры еще. А так, да. Будем летать на Су-25 только. Поэтому, если интересен самолет, можете вместе со мной его познавать. Я его еще сам познаю. Кстати, это не обычный Су-25, это Су-25Т, который оснащен системой шквал. Вот. То есть он может работать на расстоянии. Так, надо как-то сейчас с этой стороны попробовать зайти. А чё, разве ДКС не стримит? По-моему, игра такая для стримов в самый раз. Она и с графикой красивой. В общем, мне нравится ее стримить. Опа! Тяга маленько уберем. Тяжелая работа у меня сейчас будет. Вот он, район выступает. Вон цель наш. Вон он стоит. Цель зафиксировал. Перехожу на управление. Ограничитель убираю. Веду. Так, ну что, придется ЛТЦ автоматически. Так, расстояние 30 километров до цели. Много. Дальномер пока не врубаю. — 25 километров. — 20 много для этой ракеты. У меня так ЛТЦ закончится. Опять. У меня слева может стингер быть, кстати. 17. На 15 пуск делаю. Так, дальномер. Пуск. Цель поражена. Так, дальномер вырубаю, ограничитель вырубаю, шквал вырубаю. Так, вырубаю автоматический ЛТЦ и сам работаю. Блин, надо на низкую высоту уходить. Ошибка моя опять была. Стингером на низких высотах ему сложнее тебя выцелить, потому что он деревья ему, дома могут помешать. Так, здесь врубаю автопилот, пускай он баланс сделает. Почему я использую автопилот часто? Потому что он мне выравнивает трус. Он его балансирует, и все, я потом его вырубаю и полетел. Как вариант. Так, цель поразили. Вторую уже основную. Даже это третья будет основная цель. Сейчас надо набрать высоту и займемся следующей. Так, вот вижу наших. Там они. Ну-ка, может, наших поддержим? Точно, сейчас зайдем, постреляем с их стороны тоже. Так, у них цели, значит, аванпост еще остался. Они дотон маленько повредили. Либо это от меня еще осталось что-то. Зушку вот эту добить надо. Вот пилот наш там где-то катапультировался. В полях бегает. Ну что, аванпост с дотом попробуй тогда. Сейчас выбить. Это, кстати, тоже основная цель считается. В список основных целей входит.
Им надо типа этот блокпост пробить. Прорвать. Потому что вторая, следующая миссия на эту тему будет. Уже будем идти в наступление. Как хочется просто быстро развернуться и уже целиться, но на нем не получится так. Так, что там? Скорость маленькая. Сейчас. Хотя 400 нормально. Стой. Есть захват. До цели 15 километров. Дальномер выбираем. Дерево не помешает, блин. Походу помешало, блядь. Придется еще пуск делать. Она мне мешает. Ну-ка, чуть правее возьму. Опять в дерево, что ли? Да что такое? Ёлки-палки, эти моталки. Короче, дерево. Дерево спасло. Я говорю, тут еще зависит, с какого угла заходишь. То дом может помешать, то дерево. Ну, как и в реальной жизни, наверное, так же. Если будет за препятствием объект, ты его не уничтожишь, пока препятствие не устранишь, либо не обманешь. Ну, вот опять не с того угла зашел. Два пуска ушли просто в дерево. Так. Но... Надо было так. Так, ну ладно, попробую нарами тогда отработать сейчас по ним. Блин, вроде так навелся, все нормально. Захват даже он вроде через растения производит. Ну, не обманул текстуру. Не, ну а что, есть же игры, где это через текстуру стреляешь? Она вот вроде есть текстура, но ты стреляешь, и он, там через нее летит что-либо. Здесь нет. Здесь оно не так. Так, S8M. Буду использовать по целям. Надо выше. Когда начинаешь работать ракетами, надо выше брать. Так, ЛТЦ. Тягу маленько убавим. Здесь можно добавить. Это были последние. Это были последние. Че, слабый их, да, повредил? А, у меня, кстати, все нары ушли на них, последние. Есть одна особенность, когда ты нары пускаешь, у тебя вроде пилоны разные, они разных типов. Но они раз, если все зажмешь, раз выпустил, и те сразу идут автоматически, если будешь продолжать кнопку жать. Вот еще в чем суть. Я их, получается, за раз все. Так, ну, аванпост уничтожен, дот, сука, остался, видать, крепкий.
Ну что, придется дот ракетой добивать тогда. Сколько пусков-то осталось? Так, ну 5 точно вижу. А здесь? Слушай, их что-то еще много, по-моему. 10 штук точно. Что-то много. Подожди. А что так много? 5 и 6. Офигеть, их еще 1 штук у меня. Вихрей. Я еще тут настреляюсь. Я-то думал, уже заканчивается. Нет. Значит, я еще могу технику всю уничтожить. Ага, горючка заканчивается. Косарь 700. Про это не забываем. Юрий Олегович, привет, привет. Про горючку-то надо не забывать. Как оно бывает? Боеприпасов много, горючки мало. Либо наоборот. Фиксирую зону. Ай, блин, опять это дерево дебильное. С этого угла. Так, что я могу с этого угла поразить? Правильно. Вот ту херню добить надо. Зенитная установка. Раз уж с этого угла зашел. Я про тебя помню. А ты меня помнишь? Мне нравится эффект тряски, когда его разгоняешь, он колбасится, и тебе надо его удержать. Блин, это так классно вообще. Как будто прям на настоящем самолете летишь. Оно не оно. Надеюсь, оно. Там их 3 объекта. Но те поражены. Вот это, по-моему, целый. Да, оно. Оп, оп, оп. Солнце такое вообще. Не, графика здесь красивая, согласен. Линзы вот эти включаешь, вот эффект линзы. Это вот эффект линзы. У меня раньше тяга на джойстике работала, вот эта кнопка. Но когда я его восстанавливал, видать, что-то с контактом, видать, контакт задел своими маленькими пальчиками с размера сарделек. И контакт, видать, отсоединился. Но сейчас я не хочу в него лезть из-за вот этой катушки одной. Потому что, как оно бывает, полезешь делать одно, потом сломаешь другое. Поэтому все, что нужно, оно работает. Остальное, ну, вон, на клавиатуру. Плюс-минус можно и на клавиатуре нажать, верно? Ну, тягу вообще легко. Плюс, минус. Так, иду на разворот. Все-таки надо будет сейчас дот этот уничтожить. Где я вообще? Ё-моё, не-не-не, с этого угла я не смогу его взять. Блять, надо сейчас вот так вот крюк делать. Вот с этого направления он невидим из-за деревьев. Шквал, конечно, его берет, но ракета, она не будет через деревья бить по ним. Я уже так 2 штуки перевел, больше не хочу. Блин, почему у трекера нету такой темы, допустим,
Как ему глаза так сужаешь, он сам приближает. Так уже кнопку надоело приближение нажимать. Интересно, вот когда очки виртуальной реальности используешь, там как-то... Вес 1500 килограмм. Понял. Сейчас на базу пойду. Очки виртуальной реальности, когда используешь, там как приближение работает? Тоже на кнопке. Так, ну вот он угол позволяет. Расстояние не знаю. Успею, не успею, но будем пробовать. Опа. Нет, сука, опять закрыт. Да что такое? Какой-то он везучий. Надо как-то на него выйти. Вот тут эта елка, она его защищает постоянно, блядь. Новогодняя. О, вот здесь я могу его, по-моему, поразить. Ну-ка. Да, поразил. Ага, ни херна, он бронированный. 3, 2, 1, давай, блядь. Переведи в набор. Переведи в набор. А, мимо. Близко. Не, ну иногда получалось. По технике бывало. Крепкий какой, да? Бункер. Блин, заезжу. Я так, блядь, все ракеты на тебя потрачу. Закончатся все. Ладно, еще один заход делаю и на базу. Интересно, а пушка его берет, нет? Так, нет, это у нас получается прицел для против самолетов, если пушка работать. Наземный, вот он. Может попробовать его пушкой отработать. ГШшный. Ладно. Времени у меня нету, надо быстрее добить его и все. Сейчас пушками, потом дротиками по нему покидать. С рогатки пострелять, да, по нему? Надо, чтобы он виден был в шквале. Пошла. Блять, он же в круг пускает, я забыл. Это не 25-ки, МЛ-ки всякие или 29-ки. Бля. Здесь надо вот именно в круг в этот бить. Пуск делать. Давай. Все, он уничтожен. Тяжело он мне дался.
Все, можно на базу выставляться. Так. Ну-ка, вот так будет работать? Во. Блин. Короче, тут фишка такая. Можно вот так сесть прям. Так лучше даже, видать. Единственное, высоту, скорость уже не увидишь на этой. Выставляюсь на аэродром. 59 километров. В противоположную сторону, походу. Так, тихо. Угу. Право. Ну чё, у меня сегодня ни одна посадка не получилась, предупреждаю сразу. Не знаю, как это пойдет. Самолет я садить разучился после паузы, так сказать. Раньше вообще пофиг было. С любого угла, да. Ну, как-то досадился. А сейчас даже прямой самолет и то бывает. То до аэродрома не дотянет. То еще какая-нибудь фигня. Не знаю. Будем надеяться, что справимся. Телевизор как прорисован вот это, да? Тени на нем. Я сразу вспоминаю, знаете, вот раньше-то были ламповые телевизоры-то у нас в домах. Даже их цвет экрана такой же, прикинь. Офигенно вообще. У меня у бабушки такой был, помню, телек с таким же экраном, блин. Ну, правда, он большой был. Тоже помню, такой же зеленый экран. Так, что тут осталось-то? Остатки расчета артиллерии нарами можно добить. В городе осталось 2 единицы техники, 80-й БТР и Урал с установкой зенитной. Ну и все. По идее, я уже их раздолбил всех, да? — 900 килограмм. Надо ускоряться. Хотя, наоборот, когда горючки мало, надо это, так сказать, это экономить ее, да, тягу меньше, если так логично. О, такой вид есть.
Вытянутый, блядь. Так, что ты разогнался, блин. 690. 500 чуть не вижу. Знаю, я управление настроил, мне, допустим, на штурвале проще, когда у меня кнопки приближения. То есть я и самолетом управляю, навожусь на цели, при этом я могу приблизить сразу и отдалить. Ну, то есть мне так проще наводиться. А когда вот я летал, у меня на приближение работала на клавиатуру, вот это было не очень комфортно. Я из-за этого время тратил, пока эти кнопки там нащупаешь. Ну, а на клавиатуре чисто использую центр. То есть камеру, допустим, приблизил. На клавиатуре, если надо, мне, допустим, норму сделать. Хоп. Хоп. То есть... Также есть вот головой, когда работаешь, допустим, если начинает трекер плясать всяко разно, тоже у него есть свой центр. Хоп. То есть, как правильно? 800 Слово километров. центрирование, да, ну, как-то, то есть всегда надо на исходную возвращаться, а то будешь смотреть в это, вот так вот летать, блядь. Здесь очень зависит, большая роль здесь идет от обзора, от управления камер, то есть надо вот к этому привыкнуть. Если привыкнешь, тогда легче будет. Так, что, подлетаю. Ориентир вот это море, речка, это даже не море, наверное, а речка. Я ее все озером называю. Хотя, блядь, это озеро, скорее всего, да? Да, это озеро. По размеру это озеро. $700 килограмм. Следующий стрим по ДКС будем, ну, когда стрим будет. Это не значит, что он следующий, прям просто кто-то сейчас подумает, о, что следующий опять будем летать. Нет, мы играем еще в другие игры, поэтому следующая игра у нас War Thunder, сегодня же, только позже. Ну, а вообще в следующий ДКС мы будем вторую миссию выполнять. Сейчас надо это доделать. Вторая миссия то же самое, обстановка, все то же самое, только вот те ребята, которые там стоят, наши, они типа пойдут в наступление, нам надо будет поддержать их на этом самолете. Повыше взлететь, а то не вижу нифига, блядь. А, вон полоса. Рубеж возврата. Рубеж разврата. У меня это так называется.
Я когда на посадку иду, я развратом занимаюсь. Ну, если так объективно. Сука, почему я всегда нервничаю вот в последнее время, когда я на посадку иду? Мне прям... Просто это вот единственный момент, который вот все может обосрать вечно. Не буду я в этот раз воздушный тормоз использовать, что-то мне с ним не фартит. Что-то закрылки сейчас использую. Блять, или тормоз нужен. Ну да, 600 скорость, куда такая? Так, тягу не убираем. Тоже привычка дурная, тягу в ноль убирать. Высота маленькая опять. Я, короче, забыл, сколько я высоту держал всегда при посадке. Вот единственное я забыл. Из-за того, что я вот высоту эту неправильно сейчас регулирую, я вот не долетаю до полосы. В этом вся вот у меня проблема сейчас. Ну-ка, 500 метров попробую набрать. Осталось 500 килограмм. Так, закрылки. С тягой поиграюсь немного. Главное не переиграться. Шасси. Опять высота. Падаю, блядь. Высоты у меня вечно не хватает. Все, можно тягу в ноль убирать. Скорость, зараза, большая все-таки. Давай. С парашюта выпускать буду. Пошли. Как приятно, когда оно получается. 09. Заруливайте на стоянку. Здесь еще полоса просто большая. Облегчение прям. Посадочные закрылки. Слушай, да, может быть. Я их, кстати, не использую. Так а ты тогда еще сильнее скорость будешь терять. Видишь, я заваливаюсь. Мне надо просто вот поймать вот этот... Я, короче, раньше вот именно ловил этот критический момент с высотой и скоростью. Я уже чувствовал самолет, когда начинает валиться камнем вниз. Вот. И я вытягивал с помощью тяги, ну, если он не подбит. Сейчас, видишь, я забыл этот момент. И в итоге получается, что если я переборщу, я падаю. Но я тебя понял. Ты имеешь в виду прям закрылки полный комплект выпускать посадочные. Самый этот последний режим, который... Так, и чё, где тут эти... А, вот 7, 8, 9, 10. Туда надо попасть.
Там зарядка, перезарядка будет. А я всегда на них сажусь, кстати, на этих закрылках. Я раньше садился на них. Знаешь почему? Потому что мне иногда скорости не хватает. И мне на этих закрылках проще разобраться, разогнаться, если я ошибся где-то. Вот. А если я использую те закрылки, то я могу упасть камнем вниз. То есть я стараюсь скорость держать в пределах 320 где-то, но в этот раз у меня вообще 400 было. Благодаря тому, что аэродром большой, я вывез. Если был бы аэродром, допустим, тот же Сочи Адлер, который здесь есть, я бы мимо него проехал на такой скорости. Еще дальше. Кстати, оттуда же и взлетать потом буду. Там проще будет довернуть. Так что в конец туда ехать надо. Я помню, летал это... Когда еще вообще начинал в эту игру играть, я клавиши не те нажал, и эту фару открыл, блин, у меня крышка, а я в воздухе был на скорости, и меня крышку сдернуло, и кабина была открыта, я летал с ветерком, помню, еще и посадить умудрился. Это был прикол. У меня, кстати, где-то стрим записан. Что-то я хотел нажать и нажал не то. Нажал Ctrl-C, а Ctrl-C сочетание клавиш здесь, левый Ctrl-C. Это вот он кабину эту открывает, фары. Но здесь-то она нормально, а вот когда в воздухе летишь, он ее отрывает сразу. Если скорость еще где-то от 4 и выше, от 400. Нормально, да, меня шилка подрезала, смотрю. Я еще вообще это легко отделался. Я, блин, думал, это две машины едут, ага. Подъезжает, что-то слышу, звук такой, как будто по башке, это... Как будто, знаешь, это... Звук такой был, как будто ведро на голову одели и палкой по ведру ёбнули. Бум! Все понятно, что-то стрелковое херачит. Потом смотрю, шилка, нифига себе. Вообще фартануло, что я ушел. Она как пила работает, она срезает сразу, сбривает. Так, сейчас надо будет развернуться. И заглушиться. Что-то в первую очередь глушим двигатель. Можно их два загрузить. Подожди, а как их? Запуск-то по одному, а глушить их два можно, да, сразу? Закрылки приготовить. То забуду. Свежий воздух. Я аж здесь его почувствовал. А чё он? Подожди. Нет, нифига. Значит, надо еще вот этот заглушить. Их отдельно тоже глушить надо. Левый, правый. Подожди, а какая-то кнопка, по-моему, их два глушит.
Я помню. Я забыл просто ее. Что дальше делать? Как запрос-то делать? Кто не помнит? Иркут, напомни. Как запросить ремонт? Или он сам должен? Да нет, я вроде в этом. Ну как где-то. Ну да, я там, где надо. Блин, а я не помню, как обслуживать. Так, ну у нас есть это, как в Тарков. Вот я играю в Escape from Tarkov, игра. Это, Вики есть. Вики в помощь. Если Иркут ответит, то будет проще. А так Вики в помощь. Как запросить ремонт и перезарядку в ДКС на аэродроме? Так, нажмите клавишу. Ну все. Все, одна клавиша решает. Не надо F8 нажимать. Вот она, клавиша. Она одна все решает. И этой же клавишей командовать можно. Все, я вспомнил. Наземный персонал. Перезарядка и заправка. Нет, подожди, ремонт сначала. Спасибо, что ответил. Я просто тут вспомнил. Так, запрашиваю ремонт. Отлично. Сейчас отремонтирую, потом перезаряжусь. 107 секунд. Ну ладно, ждем. Вот он, 29-й стоит. МиГ-29С, по-моему. Он здесь был на патруле, охранял аэродром. Тоже вот, у него задача, он определенное время летает, потом садится, здесь отдыхает, потом вроде опять должен залететь. Да, 24-ка еще осталась. А где он? А что там делаете, ребят? У вас там свои игры проходят? БМД там что-то у меня катается. Минеральные воды изучают. Хотя он туда полетел перезаряжаться, наверное. Ё-мо, нифига себе, там такое расстояние, прикинь. Что-то они мутят, боты эти, блин. Такое расстояние лететь туда, если у тебя вот Майкоп Ханская есть, допустим. Непонятно. Ой. Я надеюсь, сейчас еще за один полет выполню задание, я уже обедать хочу. Что за слэш? Что такое слэш? F8 я понял, а слэш что такое? Слэш это ты имеешь в виду вот эта палочка? Все. Ты ее слэшем называешь. У тебя 3 положения за... Подожди. Я только прочитать хотел.
У тебя 3 положения закрылков. Плоская, маневренная и взлетно-посадочная. Но взлетно-посадочную я использую при взлете. А когда иду на посадку, я использую маневрированное тогда. Не знаю, мне уже комфортнее. Так, просто когда я использую маневрированное, ты заметил, у меня дело-то не в том, что у меня там скорость большая. Я в большей степени разбивался. Наоборот, не хватает скорости и высоты. Ну, пару раз пролетел, ладно. Было такое. Расстояние не рассчитал. Ну, блять, он не работает, прикинь. Рус не могу регулировать. Сейчас вот во время двигатель, когда не запущен. Так, самолет восстановлен. Боекомплекта у нас ограничено. В Чечне мало было. Поэтому надо сильно как бы эту губу не раскатывать. Перезарядка и заправка. ГС. Так, в этот раз я заправляю его полностью, но без дополнительных баков. ЛТЦ. ДО. Я ДО не использовал никогда. Это эти тоже он пускает. Знаете, оно как похоже, как вот на Новый год эти фейерверки-то, блядь, только не взрывные, а эти блестяшки-то из них выпускаются. Вот ДО, оно примерно так же выглядит здесь. Я так понимаю, они тоже что-то обманывают. Слушай, Иркут, вопрос такой, а АСУ как обмануть? Только маневрированием? Или можно ЛТЦ тоже? Ну, что-то ЛТЦ сколько пускал, блин, тогда не получается ее ракету обмануть. Значит, что-то другое надо использовать. Либо маневрированием только, либо... Может, тут это ДО и есть? АСА опасная штука, да я понял. Так, снять. Так, что у нас там осталось? Отработать артиллерию. Сколько наров-то надо, я не знаю. И 2 цели. Так, не помню. Вот эти, по-моему, 25Л. Буду использовать. Ну и все. В этот раз вихрь не использую. Так, а нары на Канары. Там у нас машины остались одни. Ну-ка, если комы зарядить F, комы F, они хорошие, по-моему. Ух ты. Бабули, я люблю бабули. Бабули. Добрый день. Хорошего настроения. Уже хорошее настроение, когда эту музыку слышу. У бабули я люблю бабули. Надо музыку переделать, а то подумают, что я о бабули люблю. Царствие небесной бабушки моей, конечно. Мне еще было, по-моему, 16 или 17 лет она ушла из жизни. Все хотела посмотреть, как я в армию пойду, так и не увидела, блин. Так, сейчас я посмотрю. Ого, нифига там
Саня Волжский, 200 рублей. Спасибо, брат, спасибо большое. Спасибо огромное за донат. Я просто отвык уже от этой музыки, честно. Это прям неожиданно было. Так. Ага. Спасибо большое. Зависит... Подожди, что? Работать группа. Блин, Иркут, тут столько много сообщений. Для твоих сообщений надо монитор, знаешь, не квадратненький, а вот такой. Как бы тебе сказать, прямоугольный в высоту, чтобы они это все вместились. Я просто, блин, еще то не прочитал, у тебя уже другое. Оно, получается, смотри, вот, чтобы ты на будущее понимал, почему я некоторые твои сообщения не могу прочитать. Ты быстро пишешь, и они уходят у тебя вверх, сообщения все твои. Вот, и я те еще не дочитал, ты уже другие написал. Видишь, я понимаю, у тебя информации много, как бы, но ты посмотри, чтобы я сначала одно прочитал, а то ты зря тогда напишешь те. Так, зависит еще от того, какое оружие тебе доступно. Так, давай вот эти пока зарядим. ДО. Мне ДО здесь не надо. Заправка по плану. У меня на миссиях с особо обычно разбирается группа Су-24. О, как. Су-24М. Офигенно. А что, он здесь есть, да, этот самолет? У него... Подожди, а у него нету шквала? Он же тоже, по-моему, стратегический какой-то, нет? Самолет. Су-24. Ну да. Или нет, или я его путаю с кем-то. Но он, я понимаю, он уже самолет не новый, его, да, уже сняли с вооружения. А, то есть его нету. Блин, я бы полетал бы на нем. Вот на Су-24М я бы полетал. Интересный самолет. ПВО обычно в комплексе стоят вместе с каким-нибудь зайцем. То ДО тебе надо, все понял. Вот мне вот очень много информации, спасибо за инфу, но вот самое основное, что ты мне ответил, если тебе противодействует ОСА, то ДО тебе надо, все. Вот этого было бы достаточно. Тогда бы я понял, что ЛТЦ в основном используются, помогут от стингеров. И то, кстати, нет, ни хрена. От стингеров это вот как раз вот уже можно ДО от стингеров, по-моему, использовать. Наверное, нет. Вот от стингеров точно скажу, что может помочь. Это маневрирование на низких высотах. Ладно. Самолет готов. Ага. В смысле, подожди, а что? Почему он не перезарядился? Нифига. Странная фигня какая-то. Я что-то не так сделал? У меня вообще идея была вылететь с этим же вооружением, которое у меня висит. Эти ракеты дострелять. Кстати, ну-ка. Допустим, ну нету у нас, как бы сказать, Чечня все-таки время такое было для армии не очень такое. Кризис был, да, вроде как. Ну, я не был в Чечне, но наслышан, что. Поэтому можно вот эти баки убрать, чисто нары зарядить. И то вот эти убрать. Все, оставляем 6 ракет, остатки. Загружаем ГСМ, ЛТЦ, ну и горючки без дополнительных баков. Все, окей. Перезарядка по плану. Прием. По какому плану? Командир, борт заправлен. Сейчас проверю.
то я знаю, как вы мне тут заправить его сейчас себе в канистру. Блин, что такое? Проще так вот сделать. Оп. 3700, да? О, это мне нравится. Это уже интересно. Возврат на точку на 300 полсотни. Ну все тогда. Что у меня тут? Блин, не вижу. В смысле, блин, я не хотел их пополнять. Он мне пополнил вихрь полностью. Закрой. Он мне вихрь полностью. Ну ладно, пускай будет. Все, беру вихрь, беру нары. Больше мне ничего не надо. Взлетаем. Закрылки сразу во взлетное положение. Вот Иркут молодец тем, что он изучил вот эти всякие летные приколюхи, и ему проще объяснять на языке, так сказать, летчика. Я-то кого? И с калашом все бегаю в играх. Поэтому мне как-то сложновато комментировать эту игру. Ну, комментирую как игрок. Не как летчик, а как игрок. Так, что, запуск... А, ну, кстати, сейчас как пилот прокомментирую. Запуск левого двигателя. Нет, подожди. Запуск левого двигателя. Право. А что такое? Военных летчиков. Так я говорю, я пока гражданский пилот. В Су-25 посадили. Я не могу понять, что происходит. Я что-то нажал не то. О, блин, а где МиГ-29? Подожди, я не могу понять, почему у меня... А, вот. Что происходит? Прикинь? Я не могу двигатели запустить. Или я не те кнопки жму? Так, подожди. Су-25. О, я вроде те кнопки все нажимал и запускал двигатель. Сейчас я не могу запустить. Проще вот так вот сделать. Даже не Су-25. Я так понимаю, это общий запуск. Нет? Давай Су-25. Ой, запуск. Правый shift. А, shift. Ну да, я нажимал. Правый shift. А, вот левый двигатель. Alt Home, Ctrl Home. Ну. Ну смотри. Alt Home. И он не запускается. Кого? Рут убери. Рут убери. Так. У тебя тормозной парашют не заправлен. Как его заправить? Он отдельно как-то заправляется? Ремонт. Прием. Смотри, вот ты, допустим, пишешь, у тебя что-то не заправлено. Ты пиши сразу, как это исправить. Я понимаю, как бы у меня что-то может не заправлено быть. Ты пиши сразу, допустим, как вот ты пишешь. У тебя не заправлено то-то. Надо сделать то-то, нажми это. Вот. Тогда будет вообще ништяк. Я не знаю, этой функцией перезарядки и перезаправки обычно не пользуюсь. А какой ты пользуешься? Блин, тогда я не знаю, что будем делать. Что-то самолет у нас не хочет работать.
Прелесть-то какая. Слушай, по-моему, левый двигатель начинает бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр запускаться. Сейчас я его запущу. Что-то я нажал. Здесь помимо как понять сам самолет, надо еще кнопки понять. Иногда очень прям надо. Так, следующий двигатель. МиГ-29 быстро как-то развернулся. А у него что, задний ход есть? Прикинь, самолет такой. МиГ-29 назад такой едет. Внимание, задний ход. У самолетов вообще есть задний ход, кто знает. Они ездят назад. А что прикольно, зеркала он есть. Посмотрел, развернулся. Все. Вперед. Так, выставляюсь на точку. Вот эту. ППМ, да, они называются здесь. Вторая, 58 километров до цели. 3700 горючки. Як-40. Задняя есть. Угу. Сейчас здесь нету. Так, все, страгиваемся. Так, зажимаем. Странно, а почему вот здесь педаль не нажимается? Или это что-то другое? Вот смотри, я нажимаю тормоз. Добавляю тяги. Смотрю на обороты. Отпускаю тормоз. Все, стронулся. Краснодар, 109-й. Торможу немножко, чтобы вывернуть. Реально, вот мне иногда кажется, как будто я машиной управляю на земле. Только не могу пока определить, коробка механика или автомат. Автомат, скорее всего. Рус, видишь, с отклонением уже вправо надо будет сейчас его выравнивать. По белой полосе, если смотреть в кабине. Что, парашют, значит, не заправился. Вообще, по идее, должен был его восстановить он. Не знаю тогда, как оно. Я сделал и ремонт, и перезарядку, и заправку. Ремонт... 09. Взлет запрещаю. Ремонт, заправка делается за раз. 09. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, 6, запятая 8, 3. Вот, смотри. Зажимаю контур левый, правый. Выравниваю на тут бою клавиш, короче. Можно так. Так. Можно вручную его. Я раньше так делал. Сейчас автопилотом выравниваю. Снаружи. Сейчас гляну. Открыт. Если это он. Не заправлен он. Вот этот же, да? Нету парашютов. Ну, главное, у меня есть, если что. Это он. Но он заправлен, да? Или как? Я понял, что это он. Ты мне скажи за... Как вот ты смотри, пишешь, да, это он. Ты напиши, да, это он заправлен. Ты не дописываешь основу. Он не заправлен, я так понял, или заправлен. Ладно, все, на взлет. Открыт пустой. Все, вот так и пиши. Это он, открыт пустой. Я бы тебя сразу понял.
Я понимаю, что это может тот он быть, но мне же надо понять, заправлен ли он мне. Увы, нет. Значит, будем без парашютов. Закончились парашюты. Мы же все-таки в Чечне. Ладно, хоть на пилоте есть. Ну, для пилота на всякий случай. Так что, Иркут, ты молодец, соображаешь. Спасибо, что подсказываешь, помогаешь. Но ты не экономь слов в строке. Лучше в одной строке напиши сразу все. Допустим, да, это он. Да, он работает так-то. И он у тебя не заправлен. Я сразу пойму. А ты знаешь, у тебя как выглядит вот слово привет, только ты пишешь не в одной строке, ты П, потом Р, И, В, Т по строчкам, блядь. Примерно так. Я обычно так в WhatsApp общаюсь с людьми. Тоже, блядь, не чтобы в одно предложение все, нет, и, блин, по слову отправляю. Чтоб побольше побринкало во входящих у тебя. Просто сидишь, у тебя бряк, уже, блядь, иди ты нафиг. По одному слову отправляешь. Я про WhatsApp имею в виду, так вот с человеком общаешься, да, не чтобы, допустим, один текст сразу отправить, да, ты ему там бряк по слову. Ладно. Что за землетрясение, блядь? Самолетотрясение началось. Так, ну чё? Посматривать на горючку надо. Запасы я не брал. Чё с тобой? Мне, видать, тоже на обед ему надо. Не нравится мне его маневренность такая быстрая. Нет, это скорее всего из-за того, что у меня самолет сейчас по весу легкий, наверное, да? Будет как истребитель. Так, еще раз. Значит, надо вот этих добить будет. Там Урал, гранатометчик. 2 грузовые машины, я так понимаю, это с боеприпасами, которые гвоздику заряжали. И гранатометчик их охраняет. Вот. Ну, главное, что не ПЗРКшник. Значит, с ним разберусь. А, теперь, что касается города. Ориентир. То же самое, район, между ними лес, поле. И вот надо где-то по центру этого поля от дороги идти искать главное. Тут главная дорога идет. Прямая. Есть вот, которая извилистая, блин, ушла вправо. Если с этого угла залетать сейчас с запада. Вот. А есть прямая. И тут БТР стоит. Вот. Ну, надо будет еще обращать внимание, что там могут у нас гражданские ездить на машинах. БТР, он не сильно большой, его можно попутать с техникой, допустим, с какой-нибудь грузовой машиной, блин. Так, теперь, значит, зенитная установка, с ней посложнее будет. Она находится прям в центре почти, да? Хотя нет, мы ее можем взять с другого направления, с востока. Ладно, давай сначала эти цели отработаем. Город приходится прощупывать с разных сторон, потому что с одного направления не получится взять цели все. Что такое? Что-то низко как-то сижу, как в Мерседес сел. Еще сидушку так откинуть назад. И все.
Я здесь по нашим ориентируюсь. Вот я смотрю наши, где и по ним уже веду, смотрю, где вражеские позиции. Так, вот, по-моему, город, да? Да. Хотя нет. Или да, ну подожди. Да, он только такой большой. Вижу наши позиции. Так, все, готовимся к атаке. Так, первая цель. Сейчас попробую. Так, воздух-земля. Ракеты Нары будут использоваться. Но я попробую использовать шквал на наведение в этот раз. Мне надо понять, где эта позиция этих. Где они находятся-то? Здесь, наверное. Блин, я сейчас шею себе, блядь, сверну. Пока я их тут найду. Не ту область смотрю. У меня иногда трекер, у меня так от него шея устает. Приходится, блин, вниз смотреть. О, подожди, я, по-моему, их заметил. Okay. Что с тобой, блядь? А, подожди. Так. Все, я их вижу. Вон они, ребята. Все, мне достаточно этого. Так, врубаю ЛТЦ. Захожу. Все, их зафиксировал. Позицию их. И сейчас попытаюсь отработать. Переведи в набор. Переведи в набор. Солдат уничтожен, машины повредились только и все, да? Бля. Мало ущерба. Сейчас пушкой добью их. Шквал можно использовать, допустим, для ударов нарами. Точечно тоже. Ну, не просто там куда-то... О, подожди, сжег Урал. Не просто лупить, да, куда попало, а именно вот знать, где конкретно кто. По шквалу можно определить, ага, боец, значит по бойцу пару ракет запульнул и все. Ну, одной даже хватит, если хорошо стреляешь с них. Че, все, готово? Не, там еще ЗИЛ остался. Надо ЗИЛ. Но ЗИЛ можно пушкой сжечь. Попробуем. Я давно пушкой не пользовался. Просто пушкой надо близко подлетать к цели. Это опять же риски. Нет, шквал не буду использовать. Хотя, наверное, надо... Блин, не знаю, я просто не знаю, где он там, я его не вижу. Где ж ты там находишься? Блять, как так сесть, чтобы достать? Вроде рост-то не низкий у меня. Но тут есть одна особенность такая. Где ты стоишь? Вот этот, что ли?
поджег его, по-моему. Какой-то длинный такой. Машина такая длинная прям. Спецтехника какая-то. Чё, не уничтожился? Ты, блядь, ты смотри, какой я. Что такой вредный, блин? То нары его не берут, то здесь. Давай его на потом оставим, надоело он мне, короче. Не люблю зацикливаться на одной технике, тем более, если это не танк. Так, 80-ку сейчас попробуем забрать и эту зенитку. Зенитка — это машина, у которой на борту установлена зенитка грузовая. По-моему, Урал ЗУН называется. Камеру надо ниже как-то поставить, а я ниже монитора же сижу. То и куда, блин, цеплять-то надо, который следит за поворотом. Потому что когда вот так вот хочешь примкнуться к прицелу, низко получается. Ну-ка еще раз попробую. Скорость большая. На такой скорости лучше не рисковать. Самолет легкий сейчас. Скорость развивает быстро. Аж непривычно после предыдущего полета. Ладно, фиг с ним. Все, сейчас буду заходить на уничтожение техники БТРов всяких. И заметил, у меня почему-то вот центр нажимаю, центрирую камеру поворота головы. У меня почему-то, видите, левый обзор уходит. Это значит, говорит о том, что камера установлена. Ее надо будет еще правее ставить. Ладно, переделаю потом. Она должна прям смотреть лоб в лоб. Мне вот, допустим, шквал удобно, я вот врубаю его, и вот этот круг я опускаю между вот этими резками. Вот. Я уже вот его приготовил, мне вот так удобнее. Потому что если его сильно высоко задирать, как-то, не знаю, мне неудобно было. Если сильно низко брать, то ты его потеряешь. Шквал. Так, все. Чуть-чуть левее. Вот этот район надо захватить. Самолет на автопилот пока. Где этот бульвар, блядь? Вот он, по-моему. Вот она, извилистая дорога.
Да, сейчас сложнее будет найти этих БТРов всяких. Ладно, отмена пока. Не в тот район, видать, попал я этим шквалом. Попробуй эту иголочку найти в этом стоге сена, блин. Так, подожди. Что-то еще подсвечивается. У нас здесь есть цели, которые я не вижу. То есть они чисто визуально могут отобразиться. То есть их на карте не отображено. Это всякие расчеты ПЗРК. Может, зенитка где-нибудь сидит. Так что разведка здесь нам не все показала, рассказала. Ну, по сценарию. Иду на второй заход. Блин, ну горючки у меня немного. Плясать-то. 1000 килограмм хватит добраться. И если 1000 оставить, интересно. Так, еще раз смотрим. БТР-80. Ориентир. Вот, мне надо вот этот пробелный. Все, я понял, почему я путаюсь. Здесь не район, здесь степь. То есть здесь, вот, допустим, 2 района по краям. Было проще. Здесь степь. Хорошо, ладно. Тогда будем отталкиваться вот этот район, который выступает, так сказать, за территорию города. Вот от него вправее получается первая дорога, вторая дорога. Давай так попробуем. Угу. Понял, ветер. Сейчас еще развернуться надо будет. 3000 высота, поэтому ветер выше 2000 метров. Здесь ветрено. Минимум 5 метров в секунду ветер, он уже сказывается. Так, все, начинаю наблюдение. Да что у меня с камерой? Почему она меня так уводит? Так, ориентир. Вот он район этот, вот он идет. Вот она дорога раз. Ну с этого угла я не увижу, да? Вот она 2 дорога. Вот здесь надо его искать. Нет, мы его не увидим. Он за домами, скорее всего. Вот он на этой дороге и за домами. То есть угол надо другой брать. Вот она дорога, вот эта, по-моему. Его не видать, беттер. Он может быть за вот этим даже зданием. Геморройская цель осталась вообще. Я сейчас задолбаюсь с ней. Так, хорошо. Тогда буду пробовать заходить с южной части. С южного направления пойдем. Видишь, они это, находятся в центре, получается, города. Самые, где дома, вот эти высотки. Там высотки есть. Они их закрывают.
Еще пробуем еще раз. С этого угла. Так, это край города слева. Вот он идет выступ. Вот здесь надо смотреть первая дорога. Вот она вторая дорога в зоне видимости. Так, вон он БТР, наблюдаю. Есть захват. Так, ЛТЦ. Захожу на цель. 17 километров на целью. Дальномер. С 15, по-моему, запуск попробую. Все, пошла. Цель поражена. Маневрирую влево. Дальномер вырубаю. Ограничитель. Шквал. Все. Высоту снижаю в 0. Ой, в 0 говорю. Ну не, в 0 это я уже посажу его. Короче, в самый низ, блять, чтоб только мне не прилетела какая-нибудь гадость. Так, скорость большая, блин. Надо маленько сбросить. 700 еще можно разогнаться. Но когда вот ты берешь уже 750-800, у тебя может это... У меня была такая хрень. Двигатель не выдержать. Какой-нибудь из них и просто... Как будто в тебя стингер попал, блядь. Разорвет нахрен. Я уже не говорю о том, что... Ну не знаю, крылья там вроде у него выдерживают, не отрываются. Это не самолет времен ВОВ. Но двигатель у него не выдерживает нагрузку такой почему-то. А, кстати, знаете, тут еще какой прикол есть. Здесь птица может попасть в двигатель тебе. Как-то, блядь, не помню, подожди, где-то было у меня такое. Я так и не понял, как я взорвался, блядь. Я просто взорвался в воздухе. И такое может быть. Поэтому, кстати, вот эти низкие высоты, если ты летаешь не сильно высоко, опасно, наверное, то, что птица может попасть, что ли, я не знаю, или как. А как она попадает, если они у тебя двигатели... А, ну хотя, да, может, блин, спереди вот залететь сюда. Как вариант. Так, еще. Сейчас посмотрим вторую. А, подожди, не. Не, давай ЗИЛ добьем. Я просто сейчас полечу уже в восточную часть города. Там буду работать, зенитку бить. Мне уже сюда не резон будет возвращаться. Поэтому работаем по машине. Давай ее ракетой, короче, добьем и не будем время терять на нее. Так, по-моему, где-то она. Где-то здесь. Здесь не буду дальномер... А, подожди, нет, дальномер-то надо будет использовать. Ограничитель. Ладно. Я ограничитель бью, снимаю, ну, допустим, вот, допустим, этой ракеты лучший вариант работать там на таком-то расстоянии. Вот, когда снимаешь ограничитель, ты можешь и дальше пробовать стрелять, но не факт, что ты попадешь по цели, либо ракета не долетит до нее. Вот, поэтому в основном я так делаю. Ограничитель раньше снимаю, если цель опасна. Шилка, допустим. Вот, мне не вариант к ней подлетать близко. Я лучше ракеты рискну, чем со своим самолетом.
Вот. То есть вот эти ракеты «Вихрь», у них действие, как там по описанию, вроде как поражение на расстоянии где-то 10 километров, что ли, самый лучший вариант. Но это близко очень. Если, допустим, используют ракеты Х-29Л, они уже на 30, по-моему, от 20 до 30 километров, там, не помню, 20 или... То есть их уже можно на расстоянии использовать. А вот «Вихри», они типа это могут не попасть на дальнике. Но не всегда. Как видите, я и на 15 километров их использую, они цели поражают. Все, ладно. Ухожу я в другое направление. Остается у меня последняя цель. Город зачищен. Ну, вот все, что разведка дала данные, все это обнаружено, уничтожено, как бы. Все остальное, не знаю, не мое. Так, что там за хрень отображается, не понял. Что это? Ну-ка. Тягу сбросим. Я надеюсь, здесь нету стингеров. Так. Не знаю. Все, я ухожу. А то мне сейчас прилетит что-нибудь. Вон тоже что-то... Кто ты? Опять. Кто там ездит? Ну ее нафиг. Маркеры выдают их. Точки видно небольшие. Все, сейчас будем бить зенитку. Ну, здесь ничего сложного нету. Опять вот эти торчащие кварталы. Только теперь ориентир получается по другому кварталу. Вторая дорога. По ней надо смотреть зушку. Это грузовая машина. Да, грузовая машина, но у нее на платформе стоит зенитка. — 1900 килограмм топлива. Нормально еще. Ё-моё, что опять ветер по... Сколько высот? Да нет. Скорость теряем. 300 мало. При развороте 300 мало. Блин, близко, по-моему. По-моему, близко. Да, близко подлетел. Близко, я уже не успел навестись, уже видно город подо мной почти. Мало времени на поиск цели. Вот теперь понятно, почему здесь горючка нужна. Потому что то близко подлетишь, то не увидишь, то надо еще на заход идти. Она здесь нужна, запасная всегда, резерв. Здесь только в поле можно сразу обнаружить и уничтожить. В городе нет. В городе сложно. Поэтому миссия эта была сделана именно на визуальную, ну, всю тему, так сказать. Не просто пострелять, а какие-то ориентиры половить, определить, где эта цель находится, и поразить в городе, а не в поле где-то.
Тема она интересная. Ну, как видите, этот самолет может работать именно по городу, не уничтожая гражданскую структуру. Можно аккуратно просто сжечь технику и все. Да даже, кстати, в шквале, вот, допустим, вот она стоит, ну, если она, конечно, не в здании, не в гараже, а где-то на дороге, там в переулке, в закоулке, ее можно там увидеть и все. В шквала смотреть, ага, вроде никого рядом нету. Машина вроде никакая не едет, да, там. И все, и поразил ее. Так, ну, тихо, тихо, тихо. Еще дальше хочу отлететь. Ну, тут еще город. Бывает, далеко отлетаешь, сильно город можешь перепутать. Они тут некоторые по размеру даже некоторые совпадают. Что за город? Угу. Мне надо расстояние, чтобы я смог его определить. Урал, где тут? Во, вот это вообще прям ништяк. Я думаю, мне этого хватит. Да. Самолет выровнять надо. Все. Ну ё-моё. Еще один геморрой бывает. Так. Капец, что с камерой у меня? Эй, я не смогу так его увидеть, блин. Вот он, район, который выступает. По нему вторая дорога идет. Вот здесь его надо смотреть. Вон он, все, вижу. Попался. Фу, бля, я думал, все, я уж не замечу. Сколько до него расстояние? 22 километра. Там машины ездят еще рядом. Попробуем подальше стрельнуть. 17. Пуск. Так, ЛТЦ. Все, задача выполнена. Так, дальномер вырубаю, это вырубаю, это вырубаю. Ухожу. Все, поставленные задачи выполнены. Можно возвращаться на базу. Как обычно, вылет срочно. Знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно, мы свой вечный Блин. там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача. Кстати, нормально. Нам удачи. Так, выставляю, значит, на аэродром. Полежит целый взвод, запускаюсь без газовки. 58 километров. Хлопнет борт по законцовке. Два грача идут на взлет. Смотрим на пейзажи. Надо быть всегда на страже. Между гор и скал. Ой, не говори, я тоже на пейзажи смотрю, отвлекают иногда меня. Смотрелся я на горке. Ничего себе разборки. Ну ведомый. Не зевай. Внизу держись, пехота. Слышите, да, музыку?
начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фабы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухабы, сболтала самолет. Я хочу повыше сесть, чтобы вот как-нибудь так заглянуть туда, вниз, блин. Трассера как паутина, маневрирует. Надо стул выше себе, короче. Картина, как Нормально, хватит. прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает. Ну, разведка, не молчи. Я кручусь и увольняюсь, чтоб не я 200-й груз. Нахрена пошел я в Качу, вот Ульяновск. Все иначе, был бы дом, машина, дача. И водил бы я арбуз. Грач, бедняга, изувечен. Я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко. Ладно, надо возвращаться. Что бывает, я живой. Хоть попадают под глаза, мне разъедает. И не скрыться от жары. Горячо, они просто Как там отправляют вниз подальше. писал? Удержать попробую мать. Сейчас скажу. Свинцовым кипятком ВПУ, как Блин, там парень тоже писал. стрелов болтанка. Я как мышь в консервной банке. Написал, главное не рус, а пилот, как им управляет. Поэтому мне сейчас главное научиться нормально самолет чувствовать. А вот потом уже можно там педали себе брать и всё. Здесь надо ощущать самолет именно вот как он при посадке, при взлете. Каждый самолет здесь по-своему все. Поэтому тут можно быть асом на Су-25, а можно, допустим, на МиГ-29. Это уже разный пилот. На обратном. Довернули. Этот самолет еще осваивать и осваивать. Уравнение Бернулли. Держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове. А из носа капли крови. Знайте санчасти. На здоровье. Получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не тормози. Все, триггер сработал, к базе подлетаю, музыка закончилась. Это в миссии в самой музыка играла прям. А что-то как-то заморочился я. Что, ну как, начал играть, погрузился в Су-25 в этот, летал, компанию там выполнял, все. Кстати, компанию надо будет еще потом выполнять. Ну и думаю, надо что-то свое создать. Ну, тут редактор есть, ну, пару миссий сделал. Сначала вот эту сделал, которую мы сегодня сделали, колонну уничтожили. Там еще 25-ка за мной гонялся-то, сбил меня первый раз. А после той миссии уже вот эти две зимние. Но мне зимой нравится. Я вообще зиму люблю. В жизни зиму. Мне зима нравится, сезон. Я не любитель лета. Вот. И в игре вот зима, блин, мне нравится. Зимой, не знаю. Не, лето это классно, конечно, но мне больше зима нравится, не знаю почему. Что же с камерой сделать? Пауза здесь есть? Так, давай, наверное, вот так сделаем. Сейчас не смогу сделать потом. Потом вне стрима придется настроить ее, потому что она неправильно смотрит на меня. У меня, видите, голова у пилота повернута постоянно куда-то левее. Не должно так, он должен по центру голова быть. Ну, как-то, блядь, вот так вот как-то постоянно. Ну, не намного, но есть такое.
Удаление 8. Давление 7,5,6,8,3. Посадочное 2,3. Занимайте высоту круга. Краснодар, 109. Прибой. Что-то не то нажал. 1,09. Краснодар, Перинг. Ваш прибой 2,3,9. Нет, подожди, а как? Разрешение на посадку я уже запросил, типа, у него. Получается, да? 109. В смысле отмена? Блин, не то нажал. Краснодар, 109. Возврат. 1,09. Краснодар. Следуйте курсом 2,5,2. Удаление 3. Давление 7,5,6,8,3. Посадочное 2,3. Занимайте высоту круга. И 120. Угу. Посмотрим. Я раньше просто вообще, вот я когда на посадку шел и не заморачивался, у меня всегда получалось. А здесь начал заморачиваться этими скоростями, высотами, и у меня они ошибки стали появляться очень часто. Ну вот Иркут, допустим, летает, у него все там строго по правилам. Должна такая скорость быть, такая высота быть, там все у него там как по шаблону. Он такой летчик. Вот, а я в этом плане от себя тяну. Вот как чувствую самолет, так и его и приземляю, так сказать. Вот как-то я его тогда хорошо чувствовал. Сейчас не знаю. Сейчас больше от себя тяну, чем чувствование самолета. Вообще не чувствую в последнее время учиться. 1,09. Работайте с посадкой. Хорошо. Так, не забываем, парашюта нету. Блин, точно, парашюта же нету. Мне же скорость-то надо будет сбросить. Я про это забыл. Что там говоришь? Посадочные закрылки. Слушай, по-моему, херня какая-то будет сейчас с ними. Я уже чувствую, он у меня как вертолет начинает лететь. Нет? Нормально? Да нет, смотри, держит. Выпустить шасси. Выпустить Отстань, шасси. не хочу. Выпустить шасси. Выпустить шасси. Пузика пощекотать хочу. Шасси. Выпустить шасси. Выпустить шасси. Типа посадочные закрылки, когда выставляешь, вот это оповещение начинает работать. Что там у нас горючки? 100 килограмм! В смысле, блин? 1,09. Краснодар. Проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 2,4,5. Скорость 3 метра в секунду. Посадочная 2,3. Тормоза. Тягу в 0. Главное не завалиться. Так, тягу маленько добавим, чтобы не упасть камнем. Все, тягу в 0. Тут руление. Торможение, кстати. Пытаюсь самолеты держать чисто рулением и торможением. Руку убираю. А почему убрал руку? Потому что он у меня пляшет, он мне только собьет все. В крайнем случае, если, допустим, самолет начинает кренить прям сильно, я быстро руку и пытаюсь русом его подровнять. Все, задание выполнено. 1,09. Заруливайте на стоянку. Да, это Иркут, если ты здесь, спасибо. Да, эти закрылки мне больше понравились. Он более плавнее начинает к земле тянуться, так сказать. Ну все. Наконец-то две успешных посадки за сегодня. Как так?
Теперь могу уверенно сказать, нас ждет потом вторая миссия. Уже можно ее выполнять. Уже будет не стыдно за полет. Не, ну мне сейчас вот не стыдно. Я для себя, вот то, что мне нравится, вот как у меня получается, я для себя сделал это. Я этого и хотел. То есть я сегодня задание выполнил. Поначалу, правда, что попало, творил. Интересно, миссия завершится, если я доберусь до парковки. Вообще она должна завершиться, вот, но я первый самолет же потерял основной. Я не знаю, у меня стоит ли, не помню, в редакторе на этот самолет условия завершения. Там же как бывает, самолет чисто привязываешь один к определенной зоне. То есть этот самолет, если, допустим, будет присутствовать в этой зоне, значит, что-то произойдет. Но тот самолет был уничтожен, в итоге я взял резервный самолет. И тут вопрос. Какое там условие? Если привязанность того самолета, значит ничего не произойдет. Блин, классно вот эта тема. Вообще ништяк. Блядь, где еще такую тему в игре можешь поделать? Наклон камеры офигенно. Это стандартно, вот эти движения, блин. А то вот. Опа. На истребителе, прикинь, вот так летишь, там всяко вот так вот. Он, правда, укачает. Еще в этих в очках виртуальной реальности. Так вообще пилотом жизни станешь. Стой. Ну и все, наверное. Сейчас я его заглушу. Что там у нас еще? Электрику врубаем. Нет, скорее всего, условие на тот самолет было. Ну, ладно, сделал задание, все. Ура! Нифига себе, орден мужества даже дали. Так, уничтожено 9 ПВО, 12 единиц техники. Ладно, ребят, мне бежать надо. Увидимся позже вечером, я потом оповещение выложу. В War Thunder будем играть. Так что, если кому интересно, приходите, не пропустите. Все, пока-пока, спасибо за донаты большое, ребят, прям спасибо огромное. Приятно было их как бы получить и неожиданно. Спасибо большое. Все, увидимся с вами позже. Приходите.